Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Меня зовут Оля, я красивая и умна, но немного психбольна, а сейчас охуеть как зла. Вот, господи, он то в окне отражается, то в двери. Так, сейчас я сделаю хитрый ход. Все, ничего не отображается. Почти. Так, я красивая и умна, да, но немного психбольна. У нас такой несколько рассеянный выпуск сегодня получается. Итак, рядом со мной Даша. Да, кто-то что-то звучал? Нет. Нет, галлюцинация. Видимо, не только Даша сегодня рядом с тобой. И сегодня, так, у меня есть список, вот, я заготовила. Вы все переживаете, что я бесструктурно плету всякую ахинею? Вот сегодня структура со списком. Первый раз? Не первый. Обычно, просто если кто-то приходит, мне, стыдно перед человеком. Просто так, мы могли бы сидеть, я спросила бы тебя, как дела? Хочешь, спрошу тебя, как дела? И это самый мой нелюбимый вопрос, честно говоря. Да, +1, плюс 100-500. А почему тебе не нравится этот вопрос? Во-первых, если его спрашивает человек, с которым ты никогда не общался... Сейчас вот просто ты у меня сперла все эти... Это, видимо, ментальная связь начинается. Да, на 3 раза уже пыталась начаться, никак не начиналась. Да, но тем не менее мы здесь. Да. Если это спрашивает человек, который ничего обо мне не знает, не нужно ему пересказывать все мое детство, отрочество. Да, какого хуя ты обо мне еще не знаешь, что тебе мои дела вдруг стали интересны. Да, отвечать нормально, а какой смысл? Это никакой информации в себе не несет. А если человек тебя знает, он и не будет спрашивать, как дела, потому что он и так об этом знает. Да, и он спросит как Вася, как съездил на экзамен, что-то конкретное. Хотя, если честно, у меня тут недавно несколько человек спросили, как я отметила. Вроде сейчас по нашей с тобой речи это получается очень даже приемлемый вопрос. Но это конкретный вопрос. Меня это выбесило вообще просто. Меня это спросило несколько человек, что-то 3 человека, и я подумала, какой ужас, почему они у меня требуют отчет. То есть какая им разница? Вообще-то надо было приходить на мой день рождения, а не спрашивать, как вы отметили. Приходите, чтобы узнать. Чтобы я ему сказала, ты знаешь, было все так скучно, ужасно, вообще никогда больше не буду отмечать. На самом деле? Нет, все было нормально, я записала видос на 1,5 часа, где я рассказывала, как провела день рождения, и он не записался. Не записался? Да, так что вот вам, дорогие друзья, это вот вам расплата, потому что 2-й раз записать 1,5 часа, даже если я захочу, я не смогу так экспрессивно это сделать, потому что я это сделала ровно после возвращения. На эмоциях. Да, вот как было, так и сказала. Да, в общем-то, хотелось бы начать с благодарности, как это ни странно, неожиданно, да? Спасибо, что ты пришла, спасибо, что ты вытерпела все наши попытки и заходы записать это видео. Испытание. Да, вот давай расскажи, пожалуйста, людям, как это было. Как мы пытались? Мы отчаянно пытались. По-моему, около 3 недель назад, нет, даже, наверное, месяц, я проголосовала в вопросе, кто желает поучаствовать в моих видео, интервью, и я подумала... Так что ко мне в видео попадает не через постель. А можно? Короче говоря, я проголосовала в вопросе. Там очень отбор. Жесткий? Жесткий вообще. Придирчивый такой, нудный, педантичный, я слышала про мужчин. отсеивающий всех и вся. Такое впечатление, что у меня стоит задача не набрать людей для интервью, а их как-то унизить, оскорбить и отправить куда подальше. Тоже вариант, почему нет? Людей много, безграничное, так скажем, пространство. С каждым по одному разу. 6 миллиардов видео, а то и больше. Короче говоря, мне написала Оля, мы пытались встретиться, я тогда была на карантине, и поэтому не раньше, чем через неделю я, что ли, написала, да, я смогу. После того, как прошла неделя, я написала, что я выздоровела, и мы вроде как договорились на четверг, когда у меня урок заканчивается в 9:15. Дело в том, что здесь важно отметить, что Даша очень имеет такой плотный график, и там все время фигурирует этот несчастный четверг. График, он скорее не плотный, он скорее... Дурацкий, бесит он меня. Можно и так сказать. И лишний раз выходить из дома ради, не знаю, одного какого-то дела я не вижу смысла.
Вот, ну, как Вот бы, я стараюсь это все максимально скомпоновать. И как бы по четвергам у меня урок, Оле удобно во вторую половину дня, поэтому я подумала, почему нет, я выхожу из дома, все равно буду ехать, и можно заехать. Вот, в первый четверг. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то тоже не выходит из дома только ради одного дела. Я иногда ради одного-то дела не могу выйти вообще, до магазина «Пятерочка» дойти, чтобы купить себе там яблочки. Я доставкой теперь. Все-таки там существуют звуки. Там я иногда тоже заказываю самокат, мне вот нравится. Самокат? Самокат, такая доставка есть. Я не знаю, откуда они взялись, меня в психушке научили психи. В этом смысле самокат. Психи любят самокат. Это название самокат. Да. То есть ты не самокат заказываешь? Нет, это название, я так предполагаю, что они, наверное, как-то используют самокаты для своих работников. Ну, не зимой, видимо. Ну, видимо, как бы надо сходить, надо взять интервью у создателя сервиса «Самокат». Когда я дойду до такого уровня? Ну, через человек 500, может быть. 500, да, хорошо. Допустим. Да. А когда у меня по времени 500 человек? Даже если я буду каждый день по одному, это 365 дней, это, считай, еще 1,5 года. А почему по одному можно по несколько в день, 24 часа в сутки? Слушай, ты вот послушай наш с тобой пример, как бы. Ну, смотри, набрать таких 20 человек, с которыми невозможно договориться, и в итоге в какой-то день они там по 2, по 3. В какой-то день они возьмут, 20 придут, что я с ними буду делать? В капусту квасить? Ну, 20 человек, 4 часа поспать, 20 на съемке. У меня был просто тут недавно видос с человеком, с одноклассником моим бывшим, я его позвала, ждала, вот, он мне написал за час или за полчаса: Оля, у нас все в силе, я еще так обрадовалась, здорово, думаю, чувак помнит, прям позвонил, сейчас же никто не звонит, ну, типа, и я не люблю, на самом деле, когда мне звонят, но тут как-то мне нормально, мне показалось это, мне было, короче, очень приятно, я была уверена, что вообще все будет супер, вот, и он, короче, не пришел, вот, ну, то есть он собирался приходить, все чики-чики, тра-та-та, и потом он не пришел. Я предполагаю, что там что-то связано с закладками, наркотиками, там он их закладывал, откладывал или раскапывал, там, я уже не знаю. Перед этим? Нет, просто есть вещи, которые гораздо более важны любых договоренностей с любыми людьми. Это наркотики. Не знаю, что сказать на этот счет. Тебе виднее. Нет, я просто хотела сказать, что был случай, когда человек не пришел. В результате я снимала видео одна, сидела, плакала. Ну, сначала я нормально рассказывала, но меня на самом деле трясло вообще просто жутко. Потому что человек вот уже просто тебе говорит из серии: я там зашел в подъезд. Как ты мне сейчас написал, я зашла в подъезд. Я, конечно, сказать, что я охуела, это ничего не сказать. Ты сказала, зачем мне пиши в каждый момент там своего... Да, я так сказала. Да. Когда такое было? Ну, пруфы в студию. Напиши мне, когда поешь, когда выпьешь, когда там что-то еще. Нет, я тебе написала, когда встретишься, что-то как. Ну, я подумала, что это имеется в виду, что каждый этап. Не, я написала, что держи в курсе дела, да, но типа здесь уже было все, заходи уже. Нет, блядь, сиди в подъезде 3 часа. Не, ну не знаю. У нас там, кстати, бомж живет. Проще, не встретила. Мне лично проще, когда мне человек там, ну вот прям минут за 10-15 говорит, что я сейчас буду, потому что если он внезапно приходит, хоть мы и договорились на какое-то время, это, блин, сюрприз. Ну, так как, скажем, предупреждение последнее уже. Так, ну ладно, ты историю рассказала, я тебя перебиваю со страшной силой, извините, пожалуйста. Я рассказывала? Как мы пытались отчаянно встретиться? Да, в общем-то, ничего интересного. В первый четверг мы попытались... Ну как же ничего интересного? Это просто вообще какая-то бесконечная эпопея. А у меня просто так по жизни, поэтому для меня это обыденность. Наверное... Все будет так со мной связано. Ну, может, для меня это тоже обыденность, но мне она не нравится, и я вообще в шоке, ну, как-то просто... Короче, в первый четверг, по-моему, тебе устанавливали посудомоечную машину. Да, совершенно верно. Мои зрители очень хорошо знают эту тему. Во второй четверг у тебя был день рождения, ну, и вроде как мы пытались, но потом сказала, что все-таки не сможешь, а мне это было поздно, ну, короче, после 9 там. Да. Ну и вот на третий четверг у нас получилось, тем не менее не в 8 мы собрались, а на 2 часа позже, даже на 2,5, потому что не было лампы. Да, не было лампы, но еще такой был момент, ты сказала, что тебе поздно, 22, что-то там, короче, тра-ля-ля, а потом, вот у меня сейчас на самом деле, можно так сказать,
какая-то обида в том плане, что когда я предлагала там попозже, это нет, а когда нарисовался какой-то вариант потусить с чуваком, то типа все, ок, мне привезут доставку таблетки, я приду хоть в час ночи, все вообще зашибись. Это как раз к вопросу о бесполезности времени. Да, бесполезности, вот именно, я бесполезный человек. Нет, если бы я заканчивала урок в 7, мне как раз, если бы я не на такси поехала, около часа на дорогу. Типа, это не бесполезное время, я так и планировала. Теперь мне как бы 2 часа, получается, до встречи, и мне час на дорогу, даже если очень медленно идти, да, пешком. А второй час мне что делать? Мне нужно придумывать себе какое-то занятие, которого до этого не было, и, типа, получается, оно бесполезное. Вот. И я не хотела придумывать себе этого занятия, потому что, можно было тогда поехать домой и просто заняться чем-то полезным. И перенести на 4-й раз, господи, почему нет? Почему нет, да. Не знаю, нет, просто мне казалось, что после первого раза, что после второго, что после третьего ты скажешь, какая-то там типа шляпа, это не судьба, там, это типа нам небеса показывают, что не стоит нам этого делать. Да нет, это абсолютно спокойно, я кучу раз могу переносить. Для меня это не влияет на конечный результат чаще. Ага. Так, ладно, благодарность была, все. Это называется только 1 пункт. Видишь, сколько вопросов я заготовила? Много, это мы тут на 2 часа засядем, походу. Это компенсация. Так, значит, дальше у меня есть в моей как ее зовут? Рубрике. Да, видео, рубрика «Афоризм». Вот, поскольку ты гость, сейчас предлагаю тебе открыть любую страницу и ткнуть, и мы его прочитаем и узнаем что-то очень-очень интересное. Пожалуйста. Открыть или назвать страницу? 17, нет, просто вот так вот открываешь и тыкаешь. Ладно, я без всяких там 17-18, знаете, я гуманитарий. Вот, прекрасно, какое-то стихотворение, господи. Вот, пожалуйста, зачитывай. Ты знаешь, как вот это расшифровывается? Владимир Владимирович? Мне тоже кажется, что Владимир Владимирович. Но давай проверим. Здесь есть... ладно, я это сама сделаю. Значит, здесь есть глоссарий. Вот, мои зрители это тоже знают. Так, кто там был? Мама. Итак, Владимир Владимирович, видите, какие мы образованные девушки. Владимир Владимирович Маяковский. Это русский советский поэт. Родился он в 1893 году, умер в 1930. Однако, кстати, недолго жил, 37 лет. Мне казалось, он как-то... Когда-то я также хотела, даже меньше. Жить 37 лет? Не больше 30 у меня была такая идея. А почему? Как-то зачем больше, типа, уже? 30 и так до хера. Я согласна, в принципе. Я уже готова. Я вот говорю, если я коронавирусом заболею, я никому не скажу. В смысле? Чтобы меня не лечили, и чтобы я уже коронавирус отчалила. Мне кажется. Так все же вон таблицы страшные в маркете рисуют. Ой, в маркете. В Яндекс.Маркете. В Яндекс пандемии, или как там он называется. Там что-то количество смертей, количество выздоровевших, количество заболевших. Вообще не было температуры выше 37,5, никакого кашля. Молодец, что тебе могу сказать. И многие мои знакомые спокойно вообще переносят. Кто-то умер. Кто-то умер. Я хочу стать «Кто-то умер». Читайте, пожалуйста. Мы Эдисона невидимых взлетов, энергии и светов. Давайте медленно, с выражением. Я ничего не понимаю ни одного слова. Мы Эдисоны. Кто? Эдисоны. Невиданных взлетов, энергий и светов. Или светов. Судя по тому, что здесь советов, значит светов. И советов. Светов, да. И светов. Мне полностью читать стих? Да, конечно. Я первый раз, если честно, на стих попадаю. Видишь, у тебя какая хватка. Мы Эдисоны невиданных взлетов, энергии и светов, но главное в нас, и это ничем не заслонится, главное в нас — это наша страна советов. Нет, все-таки светов. Советская воля, советское знамя, советское солнце. Стих такой, да, стих, да, в стиле Маяковского, не стих. Типичный Маяковский. Так. И как, тебе нравится? Я ни хера не поняла, честно говоря. Что-то там, типа, вперед, ребята, вперед. Мы там что-то не видим. Воля, энергия, знамя — это все не про меня.
А где там воля? Вольга, знамя, солнце. Да, солнце, энергии нет. Нет. Вот каких-то взлетов энергии. Взлетов энергии, только падений, если честно. Да, у меня падений тоже очень много. Вот. Ну, спасибо, Владимир Владимирович, что скрасил наш вечер. Что нам есть о чем поговорить. Если у вас есть какие-то, в общем, другие мнения, непопулярные или популярные, то высказывайте, пожалуйста, их в комментариях. Итак, значит, вопросик. Почему ты согласилась на эту беседу? Вот так вот. Ну, я сидела на карантине, мне было не то чтобы скучно, но просто как-то никак. И тут в ленте высвечивает такой опросик интересненький. Я еще курс проходила, там, сказано было, ловите любые возможности, которые у вас будут появляться, да, среди этого курса. Это как условная магия такая. Я подумала, возможность, почему нет? К тому же я как-то какое-то время у меня, постоянно, регулярно ты начала мелькать в новостях, в историях и так далее, где-то везде появляться, и думаю, надо узнать, что за человек, что происходит, так скажем, быть в теме. Ну и вот, почему нет? Ты рассказала, как это произошло, но ты увидела эту возможность и могла подумать, что нафиг мне это надо. Значит, ты что-то в этом для себя, какую-то выгоду, что-то... Не совсем выгоду, просто я этим никогда не занималась и подумала, что почему не попробовать. Что-то новое? Ну да. Понятно. Угу. Так, тогда второй вопрос. Расскажи, пожалуйста, если, конечно, ты в состоянии рассказать, как мы познакомились. Нельзя сказать, что это познакомились, скорее познакомились мы только сейчас, по сути. Да, я так не считаю. Да? Для меня знакомство это такая личная беседа, да, и какой-то... личная беседа при личной встрече, я так скажу, или хотя бы... Смотри, просто еще у меня вопрос смежный с этим. Какое было твое первое впечатление? Ты же не считаешь, что первое впечатление можно говорить о том, как сейчас, а не о том, как тогда, при первой встрече? Сравнимо ли мое первое впечатление на первой встрече с тем, которое сейчас? Не, я вообще считаю, я спрашиваю где мы познакомились, да, чтобы, не чтобы потом, но в том числе и чтобы потом спросить, каково было твое первое впечатление, что ты подумала, какие тебя вызвали там, не знаю, эмоции и т.д. и т.п. Вот, и, соответственно, мне кажется, логично спрашивать... Первую встречу, короче говоря. Типа того, да. Первое столкновение. Это было в... Прям лбами столкнулись. В Центре развития малого бизнеса или что-то такого, МБМ, или... в этом. Малый бизнес Москвы. Малый бизнес Москвы, да. И там был какой-то семинар на тему продаж. Я на него пошла, и в том числе на нем была ты. Я не знаю, помнишь ты или нет. Очень я хорошо помню. Меня? Так там у нас был диалог. У нас с тобой? Видишь, это твоя история, а у меня своя история. Значит, ты потом тоже расскажешь. Я могу, тоже рассказать. Единственное мое воспоминание оттуда о тебе, это когда ты вызвалась перед всеми с каким-то мужиком, провести беседу, как продажи, или, предложить свои услуги. Сыграть в бизнес-игру, а не перед всеми с каким-то мужиком. Кошмар. Сразу вызвалась, значит, я подумала, какая высокая, необычная, в плане, у тебя было какое-то такое длинное платье, которое я в жизни вообще никогда не носила, не представляла. Не надела бы. Да. Странно, ладно, я к одежде никогда не придираюсь. Просто отметила. Значит, и ты себя так вела, здравствуйте, вот это. В общем, достаточно раскованно, немного странно и как-то так показушно мне показалось на тот момент. Вот. Я так подумала, ладно, окей. Бывает. Потом ты раздавала всем листовки, представилась, что ты преподаешь английский с анекдотом на английском.
Вот, я подумала, ну это единственный Не с человек был. анекдотом, а с анекдотами. Ну да. Там много было, и они все были на тему английского языка. Да. И, ну и, короче, там вот из всего вот этого круга людей, их было достаточно много, только одна единственная Оля решила представить всем свои услуги. Ну, с одной стороны, я подумала, действительно, это смелый шаг, и, может быть, мне бы... А я на кой туда пришла, извините? Учиться продажам, не знаю. Мне кажется, люди, которые туда приходят, они скорее не потребители, а наоборот поставщики, так скажем. Наоборот, потребители, а не поставщики. Нет, а это люди, которые приходят, чтобы продавать самим. Это значит, они не потребители, а поставщики продукта. Ну вот я и пришла и продаю. Ну вот ты продаешь, получается, поставщикам, которые заинтересованы в том, чтобы продать свое, а не купить чужое, когда они приходят. Но одно другому не мешает. Ну, одно другому не мешает. Ты же что-то покупаешь, а что-то продаешь. Тогда ты кто? Ты не то и не другое? Или ты и то, и другое, как бы? Ну, по крайней мере, у меня было такое, да, парадигма. Не, ну просто есть такая штука, называется нетворкинг. Угу. Нет? Ну, есть. Ну, типа, почему, а где ей заниматься? На всяких вот таких тусовочках? Ну, это была первая моя вылазка такая, так скажем, на подобные тренинги, поэтому я ни на что там особо не рассчитывала, думала, приду, послушаю, что вообще происходит и все такое. Вот, и я подумала, это действительно смелый шаг, может быть, и мне стоило бы заимствовать какую-то такую идею, опыт, и вот. А потом я подумала, а может быть, раз уж мне нужны преподаватели в мой образовательный центр, и Оля преподает английский, почему бы ей не предложить, ну вот, когда мне потребуется преподаватель английского у себя, ну, по партнерству, да, со мной. Вот, и в какой-то момент, не помню, через сколько уже после этой встречи, я то ли написала, то ли позвонила. Вот, подожди секунду, вот здесь я, наверное, вторгнусь и скажу, что когда ты говоришь про, что ты услышала, что я преподаю английский, ты сразу, ну как-то, по-моему, это было как-то очень быстро, ты сказала, а я вот тоже, типа, по обучению, тра-та-та-та-та-та-та, и как бы вот состоялся наш диалог такой. Это вот уже тогда-то? Тогда ты сказала, что ты занимаешься, у тебя Ну, там, курсы. наверное, мы каждый о себе рассказывали, я так понимаю. Затрудняюсь ответить на этот вопрос, там было ли такое. Ну, я думаю, что было, всегда есть такое. У меня такое впечатление, что как будто бы это было до того, как пришел наш уважаемый спикер, и мы что-то там сидели, и что-то как-то в свободном формате, что-то там я спросила. Не помню, честно говоря. Ну и судя по себе, я везде всегда опаздываю, поэтому вряд ли я пришла пораньше, чтобы еще... Да, я помню, что ты пришла не особо это... Да, я еще пришла, там было свободно буквально вот 2 таких места. Около доски. Около доски, да. А я сидела как раз, по-моему, подальше, там, на противоположном месте. Не, по-моему, на этой же стороне, но подальше. А еще прикол, что на этом мероприятии со мной была, не наврать бы, то ли сестра, и ее, короче, одногруппница. Угу. Моя сестра младше меня на 7 лет, и вот они их поперлись, у нас типа как тусовка была втроем, вот, и что-то такое. То есть эти люди, они вообще к бизнесу не относятся. Но это так к вопросу о том, может, конечно, это дикое исключение из правил, но типа там приходят вообще... Ну, бесплатно мимо проходил, да, чтобы не зайти, что-то там услышишь, может, чай там нальют вкусный. У каждого своя как бы жизнь. Ну да. Вот, окей. И ты сказала, что я была странной, что-то странное. А что было тебе во мне странно? Сама вот эта манера речи, так скажем, не знаю, то есть немножко растянутые слова, там, ну вот, как я сказала, показушничество, то есть как будто бы на сцене ты была. А показушность — это растянутые слова? Нет, это вот как будто ты на сцене и там... Ну, как будто бы мне показалось, что ты строишь из себя больше, чем... Являюсь. Ну, не являешься, а вот по жизни. Вот не просто общаешься, да, а вот как ты еще утрируешь. Ну, ты знаешь, ты абсолютно права, потому что демонстративность — это, я не знаю, сколько процентов во мне занимает. Вот, и так, что там еще? То, что я воспринимаю аудиторию как свою, короче, это зрительный зал, вот, это тоже так же, вот, но сейчас я думаю, мне очень хочется сказать, что типа, это было тогда, сейчас я совсем другая, но фишка в чем? То, что у меня это было года 2 назад, появился мой ютубчик. Вот, и я на нем столько говорю, что как бы иногда уже просто в обычной жизни мне, не требуется в таких количествах. А да, когда у меня ютубчика не было, это, знаешь, как Простоквашино. Это раньше у меня
велосипеда не было, а теперь появился. Вот у меня появился YouTube, я здесь очень много разговариваю, вот моя зрительный зал, вот моя аудитория, и я даже замечаю, что в общении с другими людьми у меня есть возможность дать им высказаться. То есть раньше я как бы не рассусоливалась особо так, типа, выключись, пожалуйста. Сейчас я буду говорить, типа такого. Вот. Так, ладненько. То есть YouTube дал возможность слушать других людей? Потому что, когда, раньше у меня так было, мне всегда казалось, что у меня нет друзей. В принципе, и сейчас мне тоже так кажется. Вот. И когда таки удавалось как-то с кем-то где-то встретиться, я брала просто человека за грудки, не отпускав, вцеплялась в него мертвой хваткой и начинала его просто заваливать информацией, которая ему нужна, не нужна. Просто на Ютубе я вот говорю, в принципе, то же самое, что я бы говорила какому-нибудь Васе, Пете, Маше, Наташе, но другой вопрос, что Пете, Васе, Маше, Наташе хочется и о себе что-то рассказать, и в каком-то побыть в формате диалога, а мне требовался именно монолог, потому что у меня течет какая-то мысль, знаешь, иногда бывает, человеку что-то рассказываешь, говоришь, там, я вчера ходил в магазин, чтобы купить, и он такой, капусту, а я ходила в магазин, чтобы купить помидоры. Я думаю, ты долбоеб, блядь. Дай мне сказать, я помидоры хочу купить и рассказать тебе историю про помидоры. Он мне как-то пытается, типа, угадать, предугадать мои мысли, вместо этого он только меня, сука, раздражает и вызывает желание топором ему по башке надавать. Вот, а тут как бы меня никто не прерывает, у меня мысль течет, и как бы я знаю за собой, что у меня есть такое качество, что я не заканчиваю ни одной темы, то есть я начинаю одно, потом я вспоминаю, ой, второе, 35-й, 10-й, и оно вот так по кругу, в результате кучи незаконченных тем, но я себя чувствую очень удовлетворенной, потому что меня никто не перебивает и не говорит мне там, ой, вот. Ладно, значит, дальше. Вот ты сказала, что ты готова вот принять участие в видосе, тролливали, тили-тили. Ты готова к комплиментам? Комментам от кухонных и диванных экспертов. Скорее всего, там я напишут... не почитаю и, как бы... Даже читать не будешь? Нет, может быть, почитаю, но так, чтобы следить за этим прям на протяжении нескольких месяцев и ждать этих комментов. Да, лет. Вряд ли. Но если тебе напишут, девушка какая-то тупая пришла, где ты такую тупую нашла? Их мнение. Почему я должна на него реагировать? Вопрос, будешь ли ты реагировать или нет, на мой взгляд, тесно связан с твоей самооценкой, с тем, насколько она у тебя такая устоявшаяся, непоколебимая, такая четкая, твердая, ясная, не какая-то затуманенная, с кучей вопросов, а кто я в этом мире, а куда я иду, а чем я занимаюсь, быть или не быть, тварь дрожащая или право я имею. Вот, и как-то вот так вот. Я не знаю, как это можно назвать самооценкой, у меня куча таких вопросов, которые ты перечислила, но у меня как-то это разделяется, свое мироощущение и самоощущение, чем когда мне извне кто-то что-то говорит, на это я редко реагирую. Вот, то есть как-то я умею разделять адекватные высказывания в свой адрес, какую-то конструктивную критику и, не знаю, просто какое-то нейтральное мнение, да. У меня есть внутри какое-то свое понимание себя и мира, у кого-то есть то же самое, свое, да, и я теряю мысль. Короче говоря, не знаю, для меня это как-то разные вещи. То есть то, как я внутри себя воспринимаю, то, как реагирую на высказывания других людей. Ну хорошо, сейчас мы взяли примеры, комментарии на Ютубе, может быть, это для тебя представляется чем-то таким отдаленным, космическим в другой жизни. У тебя есть какие-то родственники, какие-то там близкие отношения, друзья, там коллеги, родители учеников, там, я не знаю, еще кто-то, вот, более близкие такие, real life, real talk, подходят там тебе и говорят, вы знаете...
а вот вы вот так вот сказали, а вот это не очень правильно, и вообще вот у вас какая-то позиция мне непонятная, ну зачем вы так делаете, тра-та-та, ну что-нибудь, короче, какая-то там тупая, там не тупая. А может кто-то вообще не стесняется, реально говорит, ты тупая. Ну, скорее всего. Такая тупая, господи, какая же ты тупая. В зависимости от близости, да, с этим человеком. Вот самый близкий говорит тебе. Самый близкий. Да, говорит, ну, я не знаю просто, что они тебе говорят, какими терминами, какими словами там, ну, что-то вот, ну, капец какое неприятное, и очень сильно оказываешь на тебя сильное влияние, и ты начинаешь думать, а не тупая ли я на самом деле? Может, я такая тупая, что мне вообще дома сидеть и не выходить, не позориться, тупость свою не показывать. А уж тем более на YouTube-канале не светиться. Ну, мне сложно, честно говоря, представить такой комментарий, особенно от близких. Это первое, ну, близкие, они становятся моими близкими, потому что такие комментарии не отпускают, а если они считают, что я сделала что-то неправильно, они как бы, ну, адекватно мне об этом расскажут, да, типа, знаешь, ну, аккуратно там, да, как-то этично. Хорошо, а как можно сказать, ты тупая этично? Ну, знаешь, вот ты там занимаешься пустой тратой времени, там, не знаю, снимая видосы для Ютуба, которые никто не смотрит, которые... Отлично, вот. Да, супер. Ну, как бы этично. Не тупая ли ты? Ну, нет, ну, не знаю, меня так никто никогда не спрашивал. Назвали глупой, да. А ты знаешь, что такое газлайтинг? Газлайтинг? Нет. Газлайтинг – это совокупность приемов, направленных на то, чтобы убедить тебя в том, чего нет на самом деле. При этом, ну, короче, ты будешь думать, ну, в общем, пример такой. Тебе будет каждый день близкий, любимый человек говорить, что у тебя ноги разной длины, например, или что ты тупая, и ты ничего вообще в этом мире не понимаешь. Вот. Ну, что-то явно, короче, не очень приятное, и поскольку вы живете вместе, либо часто встречаетесь, ну, общаетесь, этот человек занимает какую-то большой сегмент, большую часть твоей жизни, и вот он или она там тебе, ну, подружка твоя какая-то близкая, или парень, там, муж, не знаю, и вот он тебе день за днем, каждую встречу, ой, господи, ты туфли одела. Ну да, в этих туфлях, конечно, не так видно, что у тебя разные ноги длины. Вот, и как там твоя работа, господи, такой фигней занимаешься. Да. Скорее всего, этот человек просто перестанет мне быть близким, и все. Не, но он тебе скажет, слушай, такое красивое платье, в нем вот даже незаметно, что у тебя ноги разной длины. Слушай, классно, вообще супер, молодец, классное платье купила. Спасибо. Ну, неплохо звучит-то. Ну да. Комплимент сделали. В принципе, да. Вот, все. Продолжаем общаться с этим человеком. Да? Да? Добро пожаловать в мир газлайтинга. Ладно, хорошо. Не, ну то есть, блин, есть просто какие-то значимые для меня вещи. Ну, хоть я тебя услышала. Ты считаешь, что для тебя это все, ты достаточно толстокожая, чтобы это все как бы мимо себя пропускать. Вот, но только с другой стороны, еще тебе могут написать: девочка такая красивая, такая умная, ой, как здорово, так интересно все рассказывает. Вот это меня скорее заденет, чем оскорбление. Заденет? Похвала меня заденет больше, чем оскорбление. Почему? Я не поверю. Никогда, когда меня хвалят там или говорят мне о каких-то моих хороших качествах, я не воспринимаю. То есть твоя самооценка как бы о том, что ты некрасивая, нехорошая, неинтересная, там и тра-т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 а. Ну, в негативном окрасе, да, не конкретно вот это, что ты назвала, а больше в негативном окрасе. Ты о себе думаешь негативно? Да, конечно. Ну, конечно, само разумеется. Так почему ты тогда отвергаешь те, которые говорят, что ты тупица? Ты должна сказать: да, чуваки, так и есть. Да, вы в каких-то моментах я поняли. Так скажу, да, действительно, в каких-то вопросах я тупица, в каких-то вопросах я разбираюсь. И типа я четко знаю, в каких вопросах я разбираюсь, я не разбираюсь. Вот. Я готова признать, что я тупица в том, чем я не разбираюсь, но если этот человек просто хочет меня оскорбить и говорит то, о чем он не знает, то это меня не заденет. Газлайтинг – это такая штука, она очень хитрая. Очень хитрая. Тебе никогда человек не будет говорить гадости нон-стопом. Они будут разбавляться какими-то комплиментами. И иногда тебе будет казаться, что
да что я придумываю? Вообще хороший человек со мной рядом. Он комплимент мне сделал, платье красивое, трали-вали. И оно вот так вот наслаивание. Одно какое-то говняное, одно нормальное. Говняное, нормальное. И как-то вот так вот все в комплексе. И человек постоянно вот в каком-то дисбалансе, короче говоря, ну, в каких-то качелях, тут куда-сюда, туда, тут говорит так, а вроде это один человек, а где же я, а куда быть, а сюда, ну, туда, всего, туда, сюда, вопрос где, об вверх, вниз. откровенном разговоре, просто зачем ты это делаешь, мне это не нравится, объясни, в чем проблема. Ну, поговорили, да. Ну, может, там день, два, три подержался этот эффект от этого разговора. Не, ну а при чем здесь подержался? Если у него есть какие-то скрытые глубинные причины, то есть он это делает с целью какой-то, да, с целью разорвать со мной отношения? Он делает это потому, что у него куча моральных детских травм, и он не знает, как иначе выразить свою, ну, какую-то, может, агрессию или обиду, или ненависть, злость, или еще на работе его достают, или, ну, там где-то он не может себя высказать, где-то же надо сливать свою эту. Ну, я в YouTube сливаю. Привет! Всем привет! Значит, окей, если мне этот человек дорог, и я планирую продолжать с ним дальше отношения, без проблем, если ему так нужно. Я просто буду не воспринимать это на свой счет, а как его личный способ, да. Там. А как можно не воспринимать на свой счет, если тебе это говорится раз, два, три? Ты уже знаешь, ты по шагам, вот они идут к тебе, ты знаешь, что сейчас откроется дверь. И тебе ну так от этого же проще, ты знаешь, что откроется, ты все, заблокировался. Нет, ты знаешь, что сейчас начнется. Ну, потерплю. Будешь терпеть? Ну, не знаю, это же легко терпеть, мне кажется. Когда ты знаешь, что это не взаправду, и, ну, как бы просто потому, что человек злится, а не конкретно к тебе какое-то негативное отношение имеет. А если газлайтингу прибавится еще этот, как его, физическое это воспитание, да, назовем это так. В смысле, рукоприкладство? Да. Тоже терпеть можно, да? Правда же? Ну, я могу ответить. Ну, рукоприкладство, это уже, извините. А, то есть вы будете драться взаимно? Конечно. Серьезно? Да. А ты имеешь какие-то Я же пояса? тренер по боевому искусству КПР. А там какие-то КМС, там не КМС? Да, ты КМС. Я не получала конкретно вот эту корочку, но за выигрыши на соревнованиях мне как бы была присуждена категория, но я забила и оформлять не хотела не там, да, оформлять не стала. Ага. Но по сути, да, типа я несколько раз, ну то есть ты, короче, если тебе кто-то там что-то ты ему очень быстро объяснишь, на лопатки положишь. Да. Но ты понимаешь, как, знаешь, на каждого умного найдется умнее, на каждого сильного найдется сильнее. Понимаю. Вот, а если ты не сможешь ответить? Даже при всех твоих, как бы, этих... Ну, просто я считаю, что близкий человек не станет этого делать. Если он это сделал, то, ну, ты же только что сказала, что, типа, если он так и по-другому не может, не, ну, если это казалось просто каких-то его нападок личных, да, там, по собственным причинам, окей. А если это уже, извините, физическое насилие, которое мне вредит, да. Нет, я не буду этого терпеть. А почему ты позволяешь своему психическому миру вредить, и это нормально можно терпеть, а физическому миру терпеть нельзя? У тебя, получается, твое психологическое состояние и твоя какая-то психологический комфорт, он, ну, обесценен тобой, что ли, типа, да ладно, фигня, типа, а если вот уж меня физически, руки, ноги, там, лицо, не знаю. Не, ну если это действительно меня будет как-то задевать, да, вот, ну прям... Не, ну я же тебе объяснила, оно будет задевать, но очень изысканно, очень красиво, очень хитро, очень умело, потому что газлайтеры, они все такие, они как бы, это, знаешь, невозможно одно от другого отделить. Ну, то есть они очень такие... Такой фон, как бы, они, да? знаешь, когда надо, подойдут, там, тебя погладь, ты такая прям сисечка-пусечка, и ты такая, ну ладно, прошу его, козла тупого, он меня там, типа, заколебал, конечно, я уже написала заяву на него, ладно, пойду сейчас заяву заберу. Почему? Ты же знаешь, это факт, то, что его там, я не знаю, в каком проценте, сейчас не хочу врать, но, типа, там очень много заявлений, написанных женами, девушками, там, всякими, короче, ну... В общем, пострадавшими физически, они пишут заявы, через пару дней приходят, забирают.
Не знаю об этом. Вот, это факт. Не знаю, что ответить, потому что, наверное, я с таким не сталкивалась по жизни, что теоретизировать можно сколько угодно. Да. Ясно, понятно. Ладно, переходим к следующему вопросу. Так, ну то есть ты меня хочешь убедить, что тебе, типа, ты не реагируешь на комменты, тебе там даже не интересно, ты их даже читать не собираешься. Нет, почему? Я говорю, если сейчас это как бы в тренде, так скажем, будет видос, я почитаю, там через пару месяцев я забуду, скорее всего, про то, что вообще там существуют комменты, там через еще пару месяцев я вспомню, зайду, почитаю, да, там. Но просто какой смысл в этом всем? Ну, оскорбил меня кто-то, мне зачем на это отвечать? Это будет просто какая-то перепалка бесполезная. То есть, если у человека есть какой-то адекватный реальный вопрос, я готова на него ответить. А если это просто, из-за его личных каких-то там несоответствий, не знаю, личных, ненормальности внутренней, так скажем, этот комментарий проскочил, но, пожалуйста, пусть с ним остается. Мне кажется, я уже предчувствую, как эти комментаторы, зрители напишут, что я напала на девочку, потому что, кстати, я впервые в жизни сейчас ощущаю, реально я просто как какой-то этот рекс, как это называется, порода? Рекс, вот эти... Овчарка? Не, такие другие, такие... ротвейлеры. Вот, я просто напала и давай на куски, просто терзать. Так, ладненько, хорошо, значит, был у нас с тобой еще предыстория небольшая в общении, называется она Юрий. Кажется, я помню. Да, потому что, в принципе, больше нечего сказать. Да, мы после этого один раз созвонились, вот и все, и на этом наше общение заканчивается. Да, но мы созвонились вот не просто так же, правильно? По-моему, я тебе предлагала как раз поработать у меня. Я тебе написала, давай, типа, попреподаешь у меня в центре английский. Ага. И ты, по-моему, предложила созвониться. Так. И тогда говоришь, нет, так и так, мне интересно то, мне интересно вот это. И заодно меня начала спрашивать, кто я вообще такая, чем я занимаюсь, и я как бы рассказала. Так я знала, кто ты такая, чем ты занимаешься. Откуда? Так ты же представилась на встрече. По-моему, я тогда ничего не рассказывала ни про франшизу, не помню, ладно, не важно. Расскажи это про Юрия, нашего любимого всеми. А что рассказать? У вас хорошие отношения? Как сказать, хорошие отношения? Во-первых, давай объясним зрителям, кто такой Юрий, чтобы было как бы это... то мы что-то свое тут плетем. В 9 классе или в 8 даже, когда я училась в школе, у меня там что-то не заладилось с физикой, и я пошла на курсы подготовки к ЕГЭ, с целью улучшить оценки, четвертные. Я жила в Москве, я пришла в... А ты жила в Москве? Да, я родилась, жила в Москве, потом переехала в Зеленоград. Ладно, это отдельная история. Так, и я пришла на курсы подготовки к ЕГЭ «Хочу знать», собственником которых являлся Юрий. И, получается, я начала заниматься физикой не у него, а у другого преподавателя, который сейчас, кстати, популярный блогер внезапно, Дмитрий Побединский, физик. Он, может, очень популярный, но не входит в сферу того, кто популярен для меня. Но если я тебе назову, кто для меня популярен, наверное, ты тоже скажешь, кто это. Короче говоря, если судить по каким-то, просмотрам и так далее, если вбить какую-то тему по физике, Побединский часто выходит первым, Не знаю, я, конечно, физикой прям днем и ночью думаю, что по физике подучить, теплопередача, очень интересная тема. Короче говоря, и я начала заниматься у него, потом заодно мне понадобилась помощь с математикой, потому что нужно было сдавать ГИА, это тогда на тот момент называлось, сейчас ОГЭ. Начала заниматься у Юрия как раз. То есть я была ученицей его по математике с 9 по 11 класс, он меня подготовил к ЕГЭ, хорошо подготовил, кстати говоря. А это было индивидуальное занятие? Сначала группа, потом индивидуальные. А почему? А куда группа делась? Группа никуда не девалась, просто группа потом перешла к другому преподавателю, и, как-то
не знаю, слабовато у меня результаты были, что-то такое, вот. И я вспомнила, как я занималась у Юрия, у него нравилось, а он группу уже на тот момент не вел, только индивидуальные занятия. А вы с ним на «вы» или на «ты»? Ну сейчас на «ты». Тогда? Вот. Тогда я всех преподавателей на «вы» называла, даже и несмотря на то, что они разрешали на «ты». Ну, вот какой-то у меня такой сдвиг был. Даже потом мне после окончания школы было тяжело перестроиться с «вы» на «ты», там, есть у меня такое. Мне даже сейчас тебя не слишком комфортно называть на «ты». Если честно, я вообще такой педант в плане, когда есть незнакомый человек, ну, когда мы были маленькие, все было понятно, когда мы достигли там какого-то возраста, вот, уже начались в голове вопросы, как же мне обратиться, и я педант в том плане, что если я встречаю человека, и мы с ним общаемся на «вы» 3 минуты, и потом он мне тыкает, даже если мне человек приятен, симпатичен, и т.д. и т.п., я напрягаюсь, потому что я понимаю, что человек переходит... рамку какую-то, черту. Нет, не то, что рамку, а он просто начинает вести себя более, ну, как-то сближается там, или как-то, короче, не спрашивая меня, готова ли я к этому. Вот, то, что мое мнение не спросили, типа, давай перейдем на «ты», давай. И как раз с тобой это было очень удивительно, поскольку я не помню, переходили ли мы на «ты», спрашивала ли я тебя, или спрашивала ли ты меня, но в какой-то момент просто... Мы просто начали вы, ты, и в итоге... Нет, я не помню, можно, наверное, поднять переписку и как-то это понять, в какой момент что-то пошло не так. Но по-моему, ты мне сначала написала, что «Здравствуйте, Дарья», там, а вы, а потом в какой-то момент «Привет, слышь, а ты?» Да, ну, как-то так, я сначала тоже, по-моему, на «вы», а потом на «ты», ну, короче, как-то это странно. Я это держу в голове, что, да, я не помню, и у меня есть, ну, как бы такой вопрос, ничего ли я там нигде не перегнула, перейдя на «ты», ну, типа, что я это сделала, но у меня такое ощущение, что ты первая это сделала, а я просто не стала там ничего корежиться и говорить, так, а почему у меня, Дарья, не спросили, я готова вообще с вами пить на брудершафт и тыкать там и все такое. Ну, в общем, сейчас мы на «ты». Да, сейчас мы на «ты», так случайно, исторически случайно получилось. Так, ну вот, я у него занималась, и как бы после этого поступила в институт, и спустя, короче, на 4-м моем курсе я начала задумываться о своем деле. А какой у тебя вуз? МИЭД. Вот. А факультет? БМС, биомедицинские системы, технологии, инженер, короче, вот. Ну, физика, математика, профильный. BM, хочется сказать W, а не BMS. Так вот, Да-да. На 4-м курсе я начала задумываться о том, чтобы открыть какое-то свое дело, советовалась с мамой, вот, и думала о том, что... Ну, мне тогда на тот момент нравилось кафе «Кофе-хаус», и в Зеленограде его до сих пор нет, кстати говоря. И меня это жутко выбешивало, то, что я не могу сходить в свое любимое кафе рядом с домом, вот, и подумала, почему бы не открыть... Нет, не вариант? Ну, как-то они немножко все-таки отличаются. А может, шоколадницы тоже не было? Шоколадница была. В Иридиуме. По-моему, в Иридиуме она не так давно открылась, а в 14-м была. А вот для меня то, что шоколадница есть в 14-м, я это узнала там буквально недавно, и как-то я вот первую шоколадницу, я думала, что в Иридиуме. Сейчас еще в Зеленопарке появилась шоколадница. Зеленопарк это вообще как бы там ориентируюсь, да, только по карте. Ну, я прожила там пару лет в Ржавках, которые рядом с Зеленопарком, поэтому... Для меня это было часто. Слушай, я работала в НИИПП, я там как бы не то, что частый гость, но там не так много всего в Ржавках, чтобы это... Ну, это не Ржавки, это, короче, такой рабочий поселок. Я пытаюсь... парк, и прям вот, ну, через забор, грубо говоря, от него. Я просто пытаюсь понять, где там вообще какие-то тропы. Между Ленинградкой и Зеленопарком есть частные дома. Между Ленинградкой и Зеленопарком есть частные дома. Ты мне потом на карте покажешь. Меня это очень заинтересовало. Это же не актуально. Дело в том, что я человек, который, знаешь, как делает? Едет в Зеленопарк на бесплатном автобусе, а потом мне жалко платить, сколько-то там надо,
25 рублей. Ну, есть у меня такие пунктики какие-то, там, покупать пакет в магазине. Я не знаю, я буду вот так нести, но я пакет не куплю никогда в жизни. Я пытаюсь... Это как платить за туалет, да, сходить? Да, я пытаюсь с собой договориться, объяснить, что как бы Оля как-то 25 рублей. Оля. Но пока вот не всегда получается, поэтому я как бы из этого зеленопарка я перехожу парковку до Леруа, и там под Леруа есть такой как бы проход. Я еще когда первый раз шла, думаю, блин, куда я иду? Стрём, какой-то подвал. А там ну просто такой как бы странный проход, и ты выходишь, короче, и там надо еще пройти по тропинке такой, но она вот такая, знаешь, не очень очевидная, надо еще ее найти. Вот, и выходишь, там надземный переход. Может, знаешь его, как раз МЖК на Московский виднеется. проспект. Да, ну вот постоянно переход Московский... через это, ты постоянно ходила, это рядом с переходом как раз я жила, вот, грубо говоря. Там вот автоцентры вот эти вот рядом с переходом. Ты имеешь в виду на стороне на стороне зеленопарка Леруа. Автоцентры, и за автоцентрами дома. За автоцентрами кто? Дома. Так это, как это Ржавки, если Ржавки вообще в другой стороне? Ну, это называется РП Ржавки, а то это другие Ржавки. РП кто? Рабочий поселок. Ну, короче, намудрили, извините, Ржавок, а да. я, значит, тут должна разбираться. Даже таксисты, когда потому говоришь, что типа, я они не начинают вести в те Ржавки. Да, потому что я-то подумала по правне ИПП, которая другое. все, разобрались, вопросов нет. То есть там минут 10-15 ты в зеленопарке пешком. Да. А с чего мы это начали? Про Ржавки и зеленопарк? Шоколадница там. Ты рассказывала, да, что... вот, да, я хотела кофе. Ты жила в Ржавках. Да, я жила в Ржавках. В кофе-хаус я захотела открыть, начала с мамой эту тему обсуждать. Она говорит, может быть, тебе сначала как бы, с чего-то другого начать, типа там, например, ты там любишь преподавать. Ну, я КПР тогда вела на тот момент группу в институте своем, преподавала боевое искусство, вот. Это было платно? Да. А платили тебе или институту? Мне. Ну, там частые мои курсы были. Просто я арендовывала зал в общежитии МЕД и вела там тренировки. Это я знаю этот зал. Там девочки, 2 сестры. Одна блондинка, другая брюнетка. Ну, в этом зале много кто занимался, так что... Нет, владельцы были. Не, владельцы я когда уже снимала, там был какой-то мужик и потом еще другой мужик, так что уже девочек я не знала. Ну, там есть несколько залов, возможно. Ну, ладно. Сначала я в МИЭТе, кстати, арендовывала зал, вот, но выгоднее стало в общаге, гораздо дешевле и безлимитный, так скажем, доступ. А ты не помнишь, как ты узнала про этот зал в общаге МИЭТ? Потому что он Мне так рассказали находится. мои ученики. Надо как-то Мои ученики рассказали, то есть они пришли ко мне заниматься в МИЭТ, и потом сказали, а что, может, в общаге будем заниматься, типа, там никто нас не будет выгонять, ограничивать по времени, и потом перешли туда. А они там уже просто тренировались до этого, тоже как-то узнали там. Так, вот. И она говорит, вот ты любишь преподавать, на фоне этого, да, у тебя хорошо это получается, может быть, ты какую-то образовательную тему, подумаешь, посмотришь. То есть мама мне посоветовала, говорит, вот напиши Юрию, типа, спроси, может быть, у него можно попреподавать, попрактиковаться. Мама тоже очень в восторге, да, от Юрочки. Она как бы отдала своего ребенка на подготовку, его нормально подготовили, то есть, никаких не было терок и проблем. Вот. Она говорит, напиши, может быть, у него можно поработать, попрактиковаться, попреподавать там математику, что-то еще, вот. И, окей, осталась эта мысль такая в голове. А у меня вопрос, ты же преподавала вот эти танцевально-спортивные какие-то всякие штуки, а почему ты перешла в результате в образование такое умственное? Я не перешла, а параллельно это делала. Да, сейчас просто уже КПР закрылась, там сначала из-за коронавируса, потом уже из-за того, что группа, в принципе, распалась и не хотела уже этим заниматься, а я как-то не хотела уже новую набирать, как-то уже перешла больше действительно в... А в каком году ты начала заниматься вот этой КПРой? Сама заниматься или преподавать? Преподавать на 2-м своем курсе, это был 15-й год, получается. И вот только там в 19-м закончила.
Так, и что мама там дальше посоветовала? Позвонила ты Юлечке? Ну нет, я как бы оставила эту мысль в голове, думаю, надо написать. И потом, буквально спустя там несколько дней или неделю, он сам мне пишет. Да. Я думаю, это знак. И да, не знаю, какая ты видишь знаковая дама. Причем пишет, что типа у него новый проект, новая школа, что он продает франшизу, там распространяет по всей России свой образовательный центр. Я подумала, блин, ну это знак. Да. Да, конечно. Вот, ну и как бы вписалась в эту тему. Угу. В итоге вот у меня образовательный центр. Ну ты довольна, все хорошо, все прекрасно. Ну как, есть свои плюсы, есть свои минусы. Перечислим несколько из них. Плюсы в том, что я не работаю на дядю, я сама управляю своим временем. Я не ограничена, так скажем, в финансовом плане, то есть все, что я могу зарабатывать, зависит сугубо от меня и только. И как бы граница этому лишь моя работоспособность. Вот. Плюс я могу реализовывать там все, что хочу я. То есть не ограничиваться чем-то, типа вот это курсы ЕГЭ и все, ничего кроме. Захотела, организовала, у меня там English Speaking Club был. Захотела, организовала там психологический кружок, захотела что-то еще. Ну, то есть вот такой свободы мне нравится. Свобода творчества. Ну, да. Ну, и чувствовать себя, знаешь, каким-то руководителем. Да, когда представляешься, не говоришь, что я официант или там я... Да, у меня свой бизнес. Я ассистент 5-го заместителя, 3-го поломойщика, а я руководитель, у меня свой образовательный центр там или как-нибудь. Минусы как раз-таки вот в том же самом, на самом деле, потому что я сама себе строю график, у меня нет начальника, который меня пинает и говорит, что надо сделать, и получается, что я придумала классную идею выходить из дома только если у меня 3 дела. Да, вот это прямо, знаешь, редко вот я удивляюсь, что ты прям удивила, спасибо большое. Я свободно себя чувствую в том плане, что я ни перед кем не обязана, типа, и в первую очередь перед собой не обязана, и поэтому я делаю гораздо меньше, чем следовало бы, так сказать. Ты знаешь, поскольку у меня был опыт целых 2 раза открытия обучающих центров, и мне тоже очень-очень-очень, конечно, вообще это просто было так важно. Ну, я не знаю, может, я преувеличиваю, но, короче, типа, вау, я там руководитель, трали-вали, типа, никому ничего не должна. И потом я поняла, что все бизнесы, и Эвелина Хромченко, она как-то сказала о том, что наши журналы, они все завязаны на том, чтобы... Ты знаешь, кто такая Эвелина Хромченко? Да, она как-то к нам даже в школу приходила, снимала у нас что-то, ну, этот модный приговор, да, какую-то сцену у нас там снимали в школе, когда я училась. И даже фотка есть с ней. В смысле сцену? Ну, какую-то сцену, они там что-то школьников красили или что-то, ну, такое было. В Зеленограде? Нет, в Москве. Ты же в Москве жила. А ты вот где жила? В какой районе? В ЦАО школе училась я, жила я в СВАО. Северо-восточный административный округ. Щелковская. Серая ветка вверх. А не Щелковская? Нет? Щелковская это синяя, а у меня серая, это посерединке больше. Так это север тогда? Ну, чуть-чуть восточнее она как бы, ну, СВАО считается. Еще чуть-чуть на ветку левее. А школа какая? Северная. Центральная. Так называется как? Ну, сейчас она уже не так называется, я не помню, честно говоря, какой у нее сейчас номер, потому что там объединили на с Вилли. Какой улице? 1278, Петровский переулок был тогда. Так это охотный ряд? Ну, это чеховское, я с чеховской метро ходила. Вот, там, ну, минут 10 до Красной площади. Ну, нормально так, неплохо. Там, наверное, учились дети каких-то известных людей. Ну, там Миронов учился. Простите, это кто? Ну, актер. В смысле Миронов, который там 300 лет... Да. Нет, что-то современное там. Известных... Тимати там, йоу. Какая-то, короче, такая была телеведущая. Оля темненькая. Нет, такая... Ну, темненькая. Да, это, конечно, прям... Кожа, в смысле, темная у нее.
Ведущая? Ханга? Да, Елена по-моему, Ханга? вот что-то Ее у неё дочка? там, да, по-моему. Понятно. Но я лично ни с кем не была знакома из известных людей, да, кто там Может, они учился. маскировались, не рассказывайте. Ну, не знаю, как бы, да, присутствовали обеспеченные семьи, присутствовали какие-то мажористые персонажи. А многодетные, которых денег нет, у которых там муж бьет, пьет, ходят драный, голодраный в синяках, такие были? Ну, по крайней мере, я об этом не слышала и не знала. То есть, ну, как были и обеспеченные семьи, и не очень обеспеченные семьи, по крайней мере, в моем классе, вот. И ездили в том числе не только из ЦАУ, но и там из Тушинской какой-нибудь, там, ну, издалека ездили. И из Кукуева. Да. То есть, ну, разные люди учились там. А по интеллекту они как? Там, наверное, если кого-то берут из каких-нибудь этих ну, да, там отдаленных тестирование регионов, нужно то пройти. ты должен быть умен, как я не знаю кто. Ну, нет. К сожалению, я так не могу сказать. И раздолбаи были, и плохо учащиеся были. Отличников было не так много. Там 2 отличницы у нас всего было в классе, круглые. Были несколько девочек, которые хорошо, ну, хорошистки, там, 5, 4 учились. А мальчики хуже учились, вот, то есть и двоечники, троечники были, ну, как бы. Ну, разные, вообще разные. То есть я не могу сказать, что это прям какая-то элита там. Так, ну вернемся к Юрочке. Да. Ну, вот. Да, ты сказала, что недовольна ты тем же самым, чем и довольна. Ну да, потому что за счет того, что я никому ничего не должна, у меня свободный график, и я могу себе позволять расслабляться. Подожди, да, я не закончила мысль, я забыла, почему это так получилось. В общем, да, Евелина Хромченко говорит, что вся индустрия работает только на одно, чтобы люди покупали, то есть на своего клиента. И когда бизнесмен говорит, что я сам себе хозяин, я что хочу, то и делаю, он очень сильно либо лукавит, либо он просто тупой, сиди сам открой, потому что твое начальство — это твои клиенты. И если клиенты начнут что-то там, типа, мне не нравится, ну, как бы, если никому не нравится, то как бы, как... Не, ну что значит никому Будь не ты нравится? сам себе начальник, никто у тебя ничего не покупает, кому-то и ты через 2 месяца кому-то не нравится. Просто если у тебя качественный продукт, если ты адекватно как бы делаешь сервис, ну, почему у тебя должны быть претензии? Кому-то там цена не устраивает, кому-то месторасположение не устраивает. Конечно, цена не устраивает, все хотят дешевле. Ну, есть те, которые готовы платить больше. Угу. Всегда можно найти своего клиента, всегда можно договориться с людьми. То есть я не считаю, что, ну, типа, приходит какой-то человек, там, качает свои понты, и я должна под него подстраиваться, под это самого подлизываться, да, лишь бы он у меня занимался. Ну, а в твоих реалиях этого нет, что человек приходит и говорит, на самом деле нет. Ой, а нам бы хотелось бы вот не в 5 заниматься, а в 6, а других приходят, а нам бы хотелось не дело. в 6, а вот в 7-14, чтобы начинать. С расписанием это, конечно, особые заморочки и проблемы. Ну, как в бы каждой сфере свои нюансы. Да. Ну, я не скажу, что расписание это такое прям, ну, по крайней мере, из-за расписания никто никогда не отказывался у меня заниматься, еще не было такого. Угу. Вот. А ты сама преподаешь? В том числе сама преподаю. А сколько у тебя не сама преподающих преподавателей? Ну, в смысле, кто помимо моих предметов? Да. Ну, прям действующих сейчас около 5-8. А какие у вас предметы? Все школьные предметы. Ну, как бы спросом пользуются не все, но так в теории, как бы, возможно, все. А какие регулярно проходят постоянно? Русский, математика 100%. Это основные, которые не отменяют на ЕГЭ, на ОГЭ, вот. И это то, что присутствует всегда, и, я думаю, будет присутствовать. А так, ну, чаще там какая-нибудь физика, обществознание, история, английский. Вот это такие не основные предметы, но чаще встречающиеся, чем остальные. Вот. А ты довольна работой своих преподавателей? Ну, если я недовольна работой своих преподавателей, это больше не мой преподаватель, скажем так. Но Зеленоград не такой большой город, чтобы найти там хороших преподавателей. У меня преподаватель преподает не только из Зеленограда. Ездят некоторые из Москвы, из Клина некоторые ездят. И, ну, им это финансово интересно, тратить 2 часа на одну эту, как ее, в одну сторону. Ездит же, значит, интересно. То есть все, короче, тип-топ. Ну, как не все тип-топ, но если отвечать на этот вопрос, то... Вот ну, а что не тип-топ?
Ну, не тип-топ, говорю, что я расслабляюсь сильно от того, что с меня никто ничего не требует. Как начальник, там, да, ты почему не сделала это, ты почему не сделала то, там, в 9 часов не пришла на работу, я могу спать полдня, да, там, и никто мне условно за это ничего не скажет, не накажет. Максимум, чем я рискую, это, ну, деньгами, да, потерять клиента из-за того, что вовремя там не отреагировала. У тебя оплата за год идет или за месяц, или за неделю, за день, за раз? За месяц минимум, можно и за год. Ну и как люди в основном платят? Да, наверное, 50/50, наверное. Наверное, больше помесячно платят. Ну вот, те, которые помесячные, ты рассчитываешь на определенную сумму, что сегодня Иванов, Петров и Сидоров заплатят столько-то. И тебе потом пишет СМС, или как вы там общаетесь, твой преподаватель, что ни Петров, ни Иванов, ни Сидоров сегодня не оплатили, потому что у Иванова то-то, у Петрова то-то, а Сидорова преподаватель то-то. об этом пишет? Как бы преподаватель никакого отношения к финансовой истории не имеет. А куда? Вся финансовая история решается до занятий. А кто получает деньги? Собирает деньги? Ты собираешь деньги? Конечно. Администратор, сейчас я администратор, да. Хорошо, Петров, Иванов, Сидоров пришли на занятия, деньги не принесли. Ты им скажешь «до свидания»? Они оплачивают до того, как будет первое занятие. Это описано в договоре. Ну, они уже ходят. Как они могут ходить, если они не оплатили? Они не ходят, значит. Нет, в смысле, они оплатили сентябрь, октябрь, ноябрь, они уже занимаются. Пришли в декабре, а декабрь этот месяц новогодних подарков, и родители там что-то не досчитали, пересчитали, им не хватает. Они просто решили, да ладно, пофигу, попозже оплатим. И вот Иванов, Петров, Сидоров пришли, деньги не принесли. И с домашним заданием, все, они в программе, они уже там... понятно, во-первых, я звоню как бы с родителями, разбираюсь, типа, так, в чем дело, там, когда, чего... Вот, если как бы уже случилось так, что они не оплатили, а человек пришел на занятия, либо я говорю, что... Естественно, пришел, вообще как нефиг делать. Но с какой стати он будет приходить, если там заранее, например... ничего, я в следующий раз принесу, потом в следующий раз мне мама сказала, я потом не знаю, принесу. не было таких ситуаций. Были, конечно, ситуации, когда наверное... Просто фантастика какая-то. Ребята, напишите, пожалуйста, кто-то верит в это, потому что я ничего не верю. Меня интересует, конечно, больше мнение профессионалов, потому что если люди как бы из другой сферы, они, конечно, могут в это поверить. Люди из профессионалов, мне кажется, сплошь и рядом такие. Хотя я помню, была одна женщина, которая говорит, у меня, да, тоже не было проблем особо с оплатой, все всегда четко приносят. Смотри, я говорю, было несколько таких учеников, но это касалось новых учеников, которые вот пришли, типа уже надо было договариваться и быстрее начинать занятия, и как бы я не взяла предоплату с них. Вот, и 2 ровно человека были такие, которые не оплатили в итоге первое занятие, да, одна девочка одно занятие не оплатила, другой мальчик прозанимался, просто он по 4 предметам начал сразу заниматься, и получилось так, что первую неделю он прозанимался 4 занятия, как бы по сути месяц, да, занятий, если по одному предмету брать, там 1 раз в неделю, 4 занятия это месяц. Вот, и он за неделю, получается, 4 занятия отзанимался, а с родителями, там что-то, потом. Вот, и так получилось, что как бы они не оплатили. Но это единичный случай. Люди, которые у меня регулярно занимаются, и там надо попозже оплатить, или, постфактум как-то получается, или из-за того, что я не выхожу на связь, у меня там какие-то страдания, депрессия и так далее, вот, либо потому что как-то не можем встретиться, вот как с тобой. Получалось, что попозже. Но так как это постоянный клиент, как бы тут уже и на доверительных отношениях все работает, всегда оплачивали. Были такие, которые были не совсем мои ученики, они долг остался, у них так и остался, но как бы это уже мой, так скажем, проеб. То есть я вовремя не спохватилась, вовремя не это, но я как бы готова к таким рискам, потому что если я вовремя этого не сделала, свою работу... Значит, я лох. Значит, я лох, значит, я теряю деньги, вот. Как бы. Так, как у тебя прошла пандемия с точки зрения финансов? Так же, может быть, даже лучше, потому что продлили ЕГЭ, перенесли ЕГЭ, и мы занимались в итоге на месяц или 2 больше, чем обычно занимаемся. А ты имеешь в виду июнь-июль? Да.
Нет, а в саму пандемию, то есть вы все перешли на удаленку, все прекрасно как бы... Ну, может быть, 1-2 человека отвалилось. Угу. Сейчас вопрос от Юрия Дудя. Сколько ты зарабатываешь? Это сложный вопрос, потому что я очень безалаберный человек и финансовый подсчет вообще не веду. Ну, типа, есть на карте деньги для... Ну, ты же платишь за аренду, выплачиваешь зарплату, тебе надо знать, что тебе хватает, там, какие-то, ну, вот это я смотрю, вот это мне хватает. Хост-товары, канцтовары. Этого мне хватает. Плюс хватает на собственное, там, житие, бытие. Житие, бытие. Вот. Пока мне этого хватает, я, типа, не парюсь. А ты много тратишь на себя? Ну... Много из врачей, потому что я постоянно... Потому что я так больна. Да. Постоянно то стоматолог, то психиатр, то лор, то еще что-то. Психиатры, это вообще мы ездили 4000, оплатили, господи, вообще что ли, охуели там совсем в конце, блядь, пиздец. 4000, полчаса посидели, нам схемку выписали, до свидания. Да. А у тебя психиатры в Москве или в Москве? В Зелике? А где? Ну, у меня только 2 психиатра было, я у них была там несколько раз. А где? Однажды я лежала в ЦКБ, это где-то Пятницкое шоссе или, короче, Митино, где-то вот эта ветка синяя слева, там ЦКБ, короче, больница такая. Слушай, я неплохо знаю Митино, но мы все зеленоградцы неплохо знаем Митино и Пятницкое шоссе, ну что-то я там никаких ЦКБ даже... Ну, есть там какой-то улица маршала Жукова или что-то. Так это Строгино. Так. Но там тоже нет никаких ЦКБ, по-моему. Короче, есть там какой-то ЦКБ, я уже не помню. Все, я должна погуглить, что такое ЦКБ. Центральная клиническая больница. Нет, я поняла, но просто интересно, потому что я тоже лежала много где. Ну, подожди, ЦКБ это для детей? Нет. Для взрослых? Да. Так, и что там в этом ЦКБ? Я легла на полное обследование, потому что я заебалась болеть всем подряд, и как бы никто ничего не находит, анализы идеальные. Все специалисты говорят, все хорошо. А жалобы какие? Жалобы абсолютно разные. То есть я, наверное, с 2014 года болела всем подряд, не переставая. Вот перед поступлением в институт постоянно у меня острая рецидивирующая вирусная инфекция была, там то горло болит, то насморк, то еще что-то. Потом у меня начался гайморит, меня положили в больницу прямо на первом курсе на 2 недели, там пункции всякие делали. После этого у меня какой-то там по гинекологии всякие загоны начались, пилонефриты. У меня тоже был. Вот. А это разве гинекология? Это же нефролог. Нет, я говорю, по гинекологии начались всякие проблемы, потом пилонефрит у меня еще был, потом, ну, короче, очень много всего, просто вот так вот снежным комом, в том числе там операция по гинекологии. Одного вылечиваешь, следующий. Да. Вот, и это просто бесконечно на 5 лет затянулось уже вот это вот все. И в итоге вот я в 18-м или в 19-м легла в больницу на полное обследование, чтобы уже, окончательно с этим разобраться, потому что уже столько. А какой отделение? Положили меня почему-то в кардиологию, просто потому что, там было свободное место. Господи, по остаточному принципу. Где свободно, там. По сути, все равно было, куда меня класть. Хочешь в урологию ложись. Все равно было, куда меня класть. Главное, что мне делали все анализы и обследования. А тебя как потом из одного отделения в другое как-то? Не, просто я ходила на анализы из этой палаты. Вот. Ага, окей. Вот, кардиолог это же тоже терапевт. Вот, просто, специализация сердца. Понятно, вот. Да. Вела меня там врач, вот. Ага. Все, ничего не находят, идеально, все, идеальные анализы, вот. Тогда у меня жалобы были, боль в животе, расстройство кишечника, температура, поднимающаяся к вечеру каждый день, всякие немножечко подергивания, по телу какие-то странные. Типа как нерв, да? Дергается, да. Вот, в разных частях тела. Плюс постоянная слабость, апатия, у меня доходило до того, что я спала, очень много часов в сутки. И не высыпалась? Да, то есть у меня было все равно такое подавленное ужасное состояние, усталое, спортом я перестала заниматься, потому что, вообще ничего невозможно в таком состоянии делать. И даже в магазин сходить мне уже было, я так устала просто, я уже готова была лежать на кровати и все уже, вот. Ты лежала по факту или По факту я лежала и ничего не делала, поэтому у меня бизнес не шел, вот. Я динамила там и клиентов, и теряла деньги из-за этого, вот. Это которые по франшизе? Угу.
Вот, то есть первый год моего бизнеса, наконец первого года моего бизнеса выдалась моя вот эта депрессия, как выяснилось потом, и вот это все полетело в тартарары, и я могла бы, по сути, заработать гораздо больше, если бы не вот это вот все. Вот, ну и в итоге ничего они не находили, прислали ко мне психиатра в итоге, невролога сначала, потом психиатра, и он сказал, все нормально, да, он меня спрашивает так вот, типа, все нормально. Я говорю, да, вроде все нормально, вообще все идеально. Казалось бы, если со стороны человек посмотрит, то у меня там свое дело, у меня там парень, у меня там все хорошо, вообще совсем. Как-то нерадостно жить, да, говорит. Я говорю, да, вот как-то, вообще, радость я перестала испытывать. Единственные эмоции, которые я испытываю, это гнев, раздражение, вот. И я даже там на какие-то, объективно радостные события, которые логически понимаешь, что они должны доставлять удовольствие и какие-то позитивные, эмоции, ровно вообще ничего не испытываешь. Вот, он говорит, все, понятно, депрессия средней легкой тяжести, там, вот, попейте депрессанты. Я уже сама себя чувствую как психиатр. Да, вот. Все симптомы могу рассказать наизусть. Собственно говоря, выписал мне эти таблетки, потом, у меня было тогда скептическое такое отношение к этому, какая депрессия, объективно фигово, объективно с животом что-то объективное, это у меня явно вот. Потом мне посоветовали какого-то врача, казалось, что он гастроэнтеролог, и сказал, надо проводить исследования, а уже тогда начала пить антидепрессанты. Он говорит, все отменяем, Паксил. Пароксетин, все отменяем, все лекарства, мне там выписали после этого ЦКБ, штук 50 лекарств, у меня была такая доска, на котором там за 30 минут до еды, за час до еды, во время еды, после еды, у меня тоже такая есть, да. Не доска, но я тебя понимаю очень хорошо. Я сейчас пью 7 препаратов, так, чтобы ты понимала. 7. Там корректоры, хуекторы, норматимики, хуетимики, всяких там, всех мастей есть, чтобы у меня полный этот... рацион. Да. Белки, жиры, углеводы. Да, можно просто вместо еды. Так и есть, да. Вот, и он сказал, что мы на чистую должны провести очередные анализы, потому что гастроэнтеролог там по поводу желудка, вот, я все отменила, в том числе антидепрессанты, хотя их вроде как нельзя так резко бросать, но вроде как я там несколько дней начала пить, ничего страшного. Вот, провели анализы, опять все чисто, все идеально, он говорит, все, отправляю тебя в соседний кабинет к психотерапевту, отвел меня к другому уже, к своей знакомой, говорит, хороший психотерапевт, это было в первом, по-моему, МИДе, на, спортивное метро, то ли Пирогово, то ли Сеченова, я не помню, не различаю их. Вот, и он отвел меня в этот соседний кабинет, она меня послушала в очередной раз, сказала, Паксил нормально оставляем, и добавила... Оставила его и назначила еще пару препаратов, тритика и нейролептик. Это я пробовала, а нейролептик какой? Кветиапинчик? Нет, это трифтазин. Такой, что-то не знаю, не помню. Вот. Я, его очень долго не могла найти, но потом в итоге нашла, он какой-то харьковского производства или что-то такое. Да ты шо, гонишь, я тебе говорю. В итоге я нашла, начала пить, это был просто сущий ад какой-то. То есть я не выдержала и месяца, как я ей позвонила с воплями о том, что, пожалуйста, уберите это. Она говорит, давай заменим на другое, на это пирозин. Вот, но, честно говоря, лучше не стало, потому что я разговаривала вот так, с челюстью постоянно что-то непонятное творилось. И смех, и грех. Я сижу, мне неудобно, я сижу, я разговаривать не могу, она сковывает меня просто. Мне уже, я еще тогда тренировки вела и уроки. И с новыми клиентами еще общаться умудрялась. Господи, кошмар. И просто было, я помню, вела тренировку вот в очередном таком упоротом состоянии, и люди просто ржали уже. Я говорю, а ты им как-то объясняла? Нет, сначала я не объясняла, но потом мы пошли в кино, и я там, рассказала, да. С учениками? С КПР, у меня взрослая группа, студенты, да. Поэтому, мы уже и друзья. У нас был клан. Да. Мы семья. Да, вот. А ученикам, которые это, вела очно, то есть математику, я у меня было тогда не очень много учеников, я больше не решалась брать
тот период. Ну, как бы думала, если спросят, ну, типа у зубного была, знаешь, там анестезию вкалывают как раз. Да. Только что ты каждый день, походу, к нему ходила. Ну вот, ну, короче, как-то, ну, более-менее я пыталась справляться с собой, то есть у меня был какой-то днем нормально, а к вечеру начиналось, ну, вот как-то вот так было. И я уже там пила не то, что половинками, четвертинками, и все равно. А по 5 штук. Вот, но в итоге я просто-напросто, когда она мне даже поменяла этот препарат, говорит, попей мидокалм, чтобы расслабить мышцы челюсти, вот, ну, все равно нифига, я мидокалм, кстати, так и не начала пить, я просто бросила пить нейролептики, оставила только антидепрессанты. Ненавижу нейролептики. А у тебя не было ожирения от них? Повезло. У меня было, ну, как не то чтобы ожирение, но повышение веса нормальное для меня. Уже спустя полгода после того, как я их принимала. Не знаю, было связано это с этим или нет, но возможно, ну не знаю. Так, мы вообще говорили про твой этот путь. Ты работала, так, психиатры, тролливали. Я спросила, сколько ты зарабатываешь, ты сказала... Фиг знает. Да. На что-то хватает, и ладно. Много ли ты тратишь, я спросила. Ну да, вот много за счет врачей всяких. Да, и мы ухода, ушли в тему врачей. Отлично. Мы восстановили хронологию. Вот. Ну и сколько у тебя в месяц уходит на врачей? Сейчас я уже стала меньше на это тратить, но вот в прошлом году, там позапрошлом, ну если пересчитать на месяц, там где-то в сумме, да, если брать всякие анализы, ну, думаю, 10 точно уходило. Я тебя поняла. Где-то больше, где-то меньше. Так, ну тебя Юрочка поддерживает во всех твоих начинаниях? Ну, сейчас уже нет, то есть он прекратил поддержку франшизы спустя месяца 3. 3? Спустя месяца 3, да, с моего начала. Как было? По договору как бы было месяц поддержки менеджером, предоставление вот всех вот этих вот перечня документов и материалов, которые нужны для франшизы. Вот, и ежемесячное выплачивание роялти. Ну, это такой обязательный комиссия. Процент, да, вот. Он отменил роялти и отменил поддержку, то есть, в принципе, все честно. А роялти сколько составлял? 3% с прибыли и еще фиксированная часть, то ли 10, то ли 15 тысяч в месяц. Так 3% с прибыли — это настолько легко сокрываемая информация. В смысле сокрываемая? Ну, типа, ты говоришь, что мне прибыль 10 тысяч рублей платишь. Ну так-то, блин, первые 3 месяца у меня прибыли так как таковой и не было. Там несколько клиентов заплатили. Прибыль, не доход, а прибыль, да? Доход. Доход. Да, доход. Ну, с дохода это 3%. Нечестно. Это нечестно. Ну, вот так. Любая франшиза строится на этом. Прибыль с дохода? Да. Ну, если у тебя расход выше дохода, с какого фига ты будешь платить роялти еще в придачу? Ну, так строится франшиза. Как мало я знаю о мире франшиз, потому что я никогда ни с какими франшизами не связывалась. Ну, типа, это расчет на будущее, то есть как бы ты потом... А у тебя была возможность не отказываться от его поддержки? Ну, то есть, как бы он хотел... Ну, как он организовал потом это в другом виде, в виде сообщества репетиторов, которых он сейчас, ну, продвигает, сейчас он только этим и занимается, вот. И как бы он сказал, вы можете не платить роялти, а вступить вот в это сообщество. Я как бы платила там на несколько месяцев этого сообщества, вот, и как бы, ну, в нем находилась. Ну, по сути, это не поддержка франшизы, то есть это просто как бы чат в Телеграме, в котором там проводятся каждое воскресенье прямые разборы, на которые ты можешь выйти со своими... Разборы от прямые эфиры, да. Вот, на которые ты можешь выйти на разбор, там один или несколько человек успевают выйти. Вот, я пару раз, наверное, выходила на такие разборы, вот. Но сейчас я, честно говоря, не слежу за новостями вот, этого сообщества и не участвую в их жизни. По сути, я, короче, сама по себе была с 3-го месяца. Да. Вопрос. Смотришь ли ты и вообще знаешь ли ты, что у меня есть YouTube-канал? Ну да. Знаешь, ура! Это правильный ответ! Второй вопрос. Смотришь ли ты мой YouTube-канал? На постоянке я никакой YouTube-канал не смотрю, видела некоторые видео. Ну, например, какие? Сейчас мы проверим, дорогие друзья, а то она, может, наебывает нас. Я смотрела несколько видео. Про что были эти видео? Ну, когда
кафе вы сидели с девочкой такой, не помню, как ее зовут, тоже вы познакомились в Не тоже, а, короче, вы познакомились в психушке. Не, правильно, тоже, да, все больные. Она такая с короткой стрижкой, с грубым голосом, вот, не помню, как зовут. Видео с твоей мамой посмотрела, и видео, короче, с животом. Его посмотрело 500 человек, учитывая, что у меня обычно 100 просмотров. Да, всех очень заинтересовала моя беременность. Да, всех заинтересовала. Спасибо, спасибо, что ну, теперь ты знаешь, на что делать упор. Да, господи, разденься перед камерой, и будет тебе упор. Ну, один раз разделась, второй раз уже не так интересно. Ну, посмотрим. Надо беременеть. Я думаю, что если бы я просто села вот так вот, заставку сделала бы в обычной одежде, написала бы там текст «Я беременна», эффект был бы другой. Ну, это да. Хотя не знаю, надо попробовать, Смотрела до того, как у тебя появился YouTube-канал, истории твои. История, что там в истории было? Ну, ты постоянно вела какие-то эфиры, типа, Стримчики. как я мою в туалет, как я мою туалет. Это было такое популярное видео, и столько посмотрела людей, как я мою туалет, я подумала, это фурор просто. Но на самом деле лидером остается, как мы с Машей, с моей сестрой танцевали. Ее посмотрело 50 тысяч человек за час. Этого я, кстати, не видела. Вот, но там где-то просто их так было много, ну, да. Их было так много. И в этот период от меня отписалось 300 человек, которых я, видимо, просто заебала со своими этими бесконечными стримами. Моя популярность не давала им покоя. Я смотрела какое-то видео с дачи. Ну, я так понимаю, это была твоя дача, где там еще твой отец что-то на фоне иногда мелькал. Да. Где ты рассказывала как раз про депрессию, про эскорт. Я посмотрела выпуск с этого «Хочу поговорить», или как там, пусть говорят, вот. Хочу поговорить. О, да. Посмотрела еще, вот ты там разговаривала с каким-то коучем, ну, типа, то ли, ну, короче, дофига денег заплатила за... Просто дохуища. За разговор с какой-то вот женщиной, которая там говорила тебе... Вспомни очевидные свое детство, вещи. Ну, как обычно, да. Вот. И, ну, там, посуда — это, по-моему, самая частая встречающаяся, как ты моешь посуду. Да. А ты посуду на даче имеешь в виду или посуду дома? Здесь, по-моему, да. Да. Так, и это был тоже правильный ответ. Разрабатывать, пора ввести какие-то эти медальки, картонные медальки. Так, значит, ЦКБ надо обвести, потом не потерять. Так, впечатление о моем YouTube-канале. Если ты его смотрела, тебе, значит, что-то интересное было? Логично? Да. Ну, судя по тому, что я смотрела... Сначала, вот я посмотрела, короче, первое видео после того, как проголосовала в опросе, вот именно конкретно зашла на YouTube и нажала какое-то видео, вот. То есть это было вообще недавно, получается? Да, недавно, ну конкретно YouTube недавно, да. вот, говорю, стримы были до давно, этого. Да, летом еще год назад. Ну так и YouTube-то не так давно появился. Ну, я имею в виду конкретно. Да, согласна. Я его записала там 3 видео на английском, когда еще был какой-то там начало 2018 года. Потом что-то я забила. Да, вот их я и посмотрела, которые на стене у тебя в закрепе. Что я там учитель английского. Не, это другие. Это другие? другие. Там были видео именно, где я на английском. Блог сам. На YouTube просто сажусь и втираю на английском. Все то же самое, что я втираю на русском. Вот. Так, дорогие друзья, небольшая пауза. Значит, мне надо сказать, я наконец-то составила список, и сейчас вам четко все разъясню. Во-первых, поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк, в зависимости от того, какое у вас отношение к этому видео. Потом пишите комментарии, а также пишите комментарии к комментариям, чтобы вы комментировали то, что написал другой комментирующий, и у вас была такая комментирующая просто какая-то штука. Нет, не штука. Переписка. Комментирующая, нет, такая типа... Обсуждение. Не, ну такая типа крутая, в общем, комментирующая... ну вот слово, как это сказать-то... Почему-то в голову приходит вакханалия, но нет, что-то такое комментирующее... Сообщество.
Нет, она должна быть комментирующая такая система, не система, ладно, я придумаю потом слово, в общем, вы поняли, комментируйте комментарии, понимаете, вот человек написал комментарий, вы прочитайте, может, он не хуйню ли он написал, и объясните ему вообще, кто здесь раунд делает. Так, нажимайте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить ценные мои видео. Значит, дальше. Пожалуйста, присылайте деньги. Я все жду, когда начнется поток, как эта дорога, китайский шелковый путь, когда начнут ко мне потоком идти деньги. Так, и еще, если кто-то хочет принять участие в моем видео или видит какие-то возможности для интересных коллабораций, пожалуйста, незамедлительно мне сообщите об этом. Так, все, это мы тоже обсудили. Так, теперь возвращаемся к нашим баранам. Так, кем ты себя видишь через 10 лет? Вопрос от HR. Вопрос, который я ненавижу с детства. Да, есть такая тема, однако. Очень часто на Тебе уроках... сейчас сколько годиков? 23. Вот. 33 года, у меня сейчас почти 32. Вот что будет с тобой, когда ты будешь я? Очень часто на английском поднималась Да, такая тема. да, вот любили да. сочинения, И напишите, HR ответьте еще на любят вопрос. вот это спрашивать хуйню. Ну, давайте так, не как я себя вижу, а как бы мне хотелось себя видеть через 10 лет. Ну, к чему ты стремишься, да, как бы тебе что хотелось? Ну, конечно, мне бы хотелось финансово состояться, да, то есть, чтобы у меня не было, так скажем, запар по Кассовых поводу... разрывов? Ну, нет, бытовых вопросов, по поводу бытовых вопросов, чтобы у меня не было вопросов, да, то есть мне бы хотелось, чтобы бытовыми какими-то задачами занималась не я лично, а, например, там уборщицу иногда вызывать. Там, то есть ты сейчас себе это не можешь позволить? Ну, я как-то этого не делаю, не знаю, честно говоря. Может быть, и могу, надо посчитать. Да, посчитать. Для этого, да. Вот. Ну, короче, пока что я не обращалась к таким этим. А сколько у тебя комнат в квартире? 3. И вы живете там? Вдвоем. А это чья жилплощадь или это Ну, съемная? молодого человека, ну, не съемная. То есть это его? Ну, его родители, как бы, да. Угу. Ну, это вообще много. Много, да. Убирать-то. Особенно. Когда убирать то, когда жить вроде, честно кажется, говоря, что мало. Убирать однокомнатную труднее, чем трехкомнатную. Ну да, типа даже вот... Ну, это из серии, знаешь, я не ухожу из квартиры, если у меня нет 3 комнат. 3 дел. Как ты у тебя видишь, как тебе удобнее какими-то большими этими. Да дело в том, что я не убираюсь практически. Вот в чем проблема. А кто убирается? Ну, как, мне приходится это сваливать на молодого человека, ну, как бы ему приходится, да, браться за это. Вот, но и я там по чуть-чуть, понемногу, то есть, ну, как-то этим занимаюсь, короче говоря, мне хочется. А молодой человек у нас насколько это. молодой? Ну, 4 года старше. Ага, а чем он занимается? Программированием. Потрясающе. А он full stack, front-end или back-end? Эта рубрика сейчас Оля выебывается, сколько она знает всяких терминов. Ну, он работает не с веб-программированием, поэтому у него нет таких понятий, я так понимаю. А что он программирует? Please. You're welcome. Какой please? Программируемые логические интегральные схемы. Please. Запишем. Дорогие друзья, если вы знаете, что такое please, не стесняйтесь написать об этом. Расскажите мне. Может, вы лучше объясните, чем мне Яндекс объяснит. В чем я, конечно же, сомневаюсь. Да. Я вот, кстати, очень серьезный газлайтер. Да? Да. У меня все, знаешь, так, комар носа не подточит.
Вроде чувствуешь себя обосранным с ног до головы, а вроде и придраться не к чему. Ну, пока я не чувствую себя обосранной, честно говоря. Ну, ты потом, может, на экране увидишь, не знаю, Да? как-то. Может, потечет что-то? Может быть, тебе подскажет кто-то из твоих знакомых, типа, что я сидела, тебя 2 часа засирала. Ну, не тебя, как бы, у меня нет, на самом деле, такой цели. Тут же я тоже это делаю не для того, чтобы... Потому что, ну, я по-другому не умею, меня так не научили. Как со мной, так и я, как бы... То есть тебя обсирали всю жизнь? Меня не то, что меня продолжают активно. Друзья, не останавливаемся, продолжаем. Посудомоечную машину, которая эпопея. Столько я уже говна всякого выслушала в свой адрес, при том, что я занимаюсь, как мне кажется, решением вопроса, который, ну, просто исторически в нашей семье, он нес столько бед, несчастий, конфликтов, ссор, агрессии, обиды, просто я своей этой стиральной, ебучей посудомоечной машиной просто хакнула всю эту систему и прекратила, поставила точку на всех этих ужасах и кошмарах. Как в итоге помогло? Ну, учитывая, что у меня очень маленький опыт, мы буквально 2 дня или 3, 2 дня начали пользоваться, ну, я лично выдохнула. Но я просто выдохнула еще на даче, потому что первым делом я ее поставила на дачу. Не вот эту, в смысле, а там другую туда. Вот. Там оказалось все значительно проще, если тебе знакомо слово изоляция, заземление, изолированные розетки, там не изолированное заземление. На даче все проще, она и так к земле, там это все заземлено. Вот. И на даче я сразу почувствовала легкость и прекрасно, потому что на даче есть шашлычки, а шашлычки это шампура. А стоять, оттирать шампура, кто, напишите в комментариях, оттирал шампура, это пиздец. Проще одноразовые покупать вот эти вот, ну, ты знаешь, мне они не заходят. В этом какая-то... Нет. У нас просто дедушка, у меня просто дедушка, он работал как раз-таки в НИИПП, и он занимался, фрезеровщик он был, и он умел, эти шампура делать, и это была его халтурка. И мы постоянно заказывали мангалы, шампура, и у нас как бы все такое добротно, качественно сделано, плюс этот дедушка меня очень сильно любил, вот, и как-то я всегда, когда жарю, вспоминаю то, что вот этот дедушка делал, это так круто, и как бы какие-то там пластмассовые дебильные шампура, которые я, когда мясо насаживаю, он весь у меня напополам этот шампур разгибается. Ну, как-то это все несерьезно, в общем. Это все равно, что есть из пластиковой посуды, как-то вот примерно зато такие не надо же мыть, ощущения. выкидываешь, и все. И зато не надо мыть, выкидываешь, и все. Я задумывалась. Я согласна, но как-то оно по-колхозному. Ну, не очень удобно, да. То есть не возьмешь себе на руку, там она будет. Ладно, про молодого человека попутно выяснили, вот. Про 10 лет, когда ты будешь через 10 лет. Ну, да, мне бы хотелось год. снять с себя из молодого человека все бытовые вопросы. То есть, уборщица, там, не знаю, еда на заказ или, не знаю, повар. Честно говоря, мне очень холодно в России жить, или хотя бы какой-то более теплый край, да, российский, или там потеплее страна, вот. Но, я очень тяжело переношу холод, и, возможно, мне бы хотелось жить в другом месте. А где ты была уже? Где я была? Ну, если идти хронологически, там, наверное, первая заграница, в которой я побывала, это Египет, Турция, не Черногория, Хорватия. В Украине, не знаю, считается, не считается границей. Вот. Страна заграничная. Ну, хорошо, Украина. У них президент есть свой. Язык свой есть. Ты по-украински разговариваешь? Ну, как я понимаю, не то чтобы я разговариваю. Ага, Закарпатье поехай, там ничего не поймешь. Закарпатье я была, да. Да, была? Была. О, блин, я хочу в Житомир очень сильно, хочу на Карпаты. Я в Львове была и на Карпатах. Вот, хочу на Карпаты. Дорогие друзья, присылайте деньги, мне на Карпаты не хватает. На Карпаты. Так, я была в Израиле, я была в Англии, я была в Таиланде, в Иордании. Столица Иордании. Оаэ. Столица Иордании.
Акаба, не Акаба. Я тоже не знаю, если что. Не помню. Так, ну ладно, еще где была? Париж. Угу. Ну, ой, сказала, да. По-моему, так сразу не вспомню. Еще что-то. А где бы ты хотела жить? Ну, честно говоря, все равно, где-то, где потеплее, где желательно не мусульманское, да, это... Ну, Таиланд, что-то ничего не остается. Нет, честно говоря, Индия, мне хотелось даже Шри-Ланка. какое-то время пробовать восточную вот эту вот жизнь, там, культуру. Китай, Вьетнам? Япония, скорее. А, Япония, да, Вот. еще забыли, главное. Ну, естественно, США это мейнстрим, у меня как бы там родственники есть, вот, так что... В каком штате живут? Чикаго это какой штат? Вот-вот. Иллинойс это штат? Что-то такое, да. Я просто там очень мало была проездом. Ну, не суть, вот. Как бы... в Англии мне на самом деле очень понравилось. То есть прям сама атмосфера, у меня было такое ощущение, я не знаю, ну, мистика, не мистика, или я себе что-то надумала, но когда я там была, у меня было прям ощущение, что я дома, что прям вот все как надо, все архитектура, атмосфера, погода. У меня было такое же ощущение, когда я была в Индии. Не знаю почему. Ну вот, может быть, все-таки существует что-то такое, типа, глубинное или прошлой жизни, не знаю. Вот. Особенно, когда я была вот на экскурсии в замке Карла там, IV, ну, короче, в этот Варвик Касл, недалеко от Лондона есть. Я прям там ходила, как будто, блин, я там жила в какой-то средневековье, и знакомые такие стены, и чуть ли не до слез у меня вот какое-то такое ощущение ностальгии было. Вот, но как бы в Англии там холодно все-таки, пасмурно, вот, то есть несмотря на то, что мне там все офигенно нравится, то в плане погоды, наверное, не оно. Вот, еще есть вариант в Израиль попробовать уехать, потому что есть еврейские корни, вот. Паспорт, в смысле, получить? Ну, возможно. То есть есть возможность бесплатно съездить туда, во-первых, это Таглит, вот эта вот программа. Во-вторых, разузнать там про вот это вот гражданство и все такое. Переезд. Так, у меня тут просто были вопросы, на некоторые мы уже ответили. Так, вот меня интересует, как вы распределяете бюджет с молодым человеком? То есть он тебя обеспечивает, ты его обеспечиваешь, пополам у вас там, не знаю, родители чьи-нибудь вас обеспечивают? Ну, по сути, он обеспечивает, потому что, как бы, ну, ремонт в квартире обеспечивает он по большей части, ну, наверное, по основной части. Там какие-то бытовые вопросы ЖКХ и так далее тоже он. Продукты, ну, иногда я покупаю, иногда он покупает. Вот, а что еще? А продукты вы где покупаете? Как у вас? Пятерочка рядом у нас, Сизельгросс, Вкусвилл. А ты, получается, живешь где Раздолье, там вот рядом? Зельгросс где? А, в 17-м, что ли, районе? В 16-м, но на противоположной стороне от Зельгросс. Я поняла. Так, потом по поводу уборки, я так понимаю, все молодой человек, да? Бедный там убирается. Бедный, да. Ну, кверху задом. Я что-то стараюсь, но у меня это плохо получается. Слушай, а у вас есть вот такой вот пылесос? А-а. Вот рекомендую, хорошая вещь. Ну, недавно просто купили, ну, новый пылесос, обычный, такой большой амфибия, с А моющей. в этом весь прикол, то, что тут, короче, проводов нету, он это, берешь палку и фигачишь. Ну, я да, уже просто, удобно. я уже себя просто чувствую, как product placement какой-то, типа, вот. Ну ничего, вы не видите, но я могу сказать, я забыла, как он называется, я забыла. Там у меня написано нигде. Именно фирма? Да. Dyson. Вот, Dyson, да, покупайте, пожалуйста. Да. Мы купили... Я уже сказала моим подписчикам, то, что у меня пылесос за 50 косарей. 50? Ну, вроде, да, я, может, что-то ошибаюсь, может, они уже подешевели, но вроде они столько Ну, мы стоили. тоже купили что-то около 30-50. Томас Аквафильтр, Да-да-да. который что-то... в квартирном вопросе постоянно рекламирует. Я знаю, помню, не они знаю. говорили, Томас Аквафильтр. Амфибия. Амфибия, он, по-моему. Не знаю. Так, значит, дальше.
А какие у тебя есть, может быть, творческие планы или, ну, то есть под творчеством я не только подразумеваю, там, я хочу рисовать картины или петь там где-нибудь, а творчески, может быть, связано с твоим вот этим центром, как ты его хочешь там развивать, или, может, ты хочешь закрыть чем-то другим заниматься? Ну, так-то да, я в перспективе либо планирую как-то передать свои дела и минимально участвовать в этом бизнесе, чтобы уйти в другую область, либо перерастить его во что-то другое, то есть не образование, может быть, ну, не то, что не образование, может быть, не курс ЕГЭ, да, там, а курсы ОГЭ. Ну, курсы ОГЭ и так у нас. Как бы, если говорить о развитии конкретно бизнеса, да, то мне бы хотелось какой-то такой широкопрофильный центр, который, грубо говоря, можно привести от младенчества до старости. То есть там ребенок родился, что ему надо? Там, не знаю, ясельная группа. Там чуть-чуть подрос, центр развития, там кубики собираем, там это. Потом там он в школу уже готовится, там подготовка к школе. В первом классе, да, помощь какими-то уроками, там, домашним заданием, там. Когда человек уже подрастает, там уже ему надо готовиться к экзаменам, там, и так далее, к поступлению в институт. В институт перешел, уже в институте появляются, помимо того, что помощь с учебой, еще какие-то потребности, типа саморазвития, ораторское какое-то. Ну, короче, ну, много, да, сфер открывается, которые нужны. На работу устроился, типа там подготовка к собеседованию. Ну, короче, вот такой широкопрофильный центр, в котором можно, ну, грубо говоря, на любой возраст, любую потребность найти удовлетворение. Ну, это, конечно, такое несбыточное, скорее. Что касается там непосредственно творчества, я как бы вокалом занимаюсь, можно сказать, гитарой, рассказы, стихи какое-то время писала. Вот, то есть с детства мечтала о такой рок-группе, чтобы у меня была своя рок-группа, я там вот вокалистом была, вот, и все такое. Конечно, меня до сих пор прельщает эта идея, но уже как-то я не особо верю в нее. Также актерство меня всегда привлекало, то есть я бы, наверное, попробовала какой-то театральный кружок или что-то в этом роде. Хотелось бы, конечно, продолжить развивать текстовые свои навыки, потому что у меня вроде как неплохо получалось, и отзывы были положительные, что типа легко читается, там, ну, слог хороший и все такое. Но, конечно, это все сейчас задвинулось на дальний план. Так, понятно. А расскажи про молодого человека, как вы вообще познакомились, сколько вы уже вместе? Ну, он пришел ко мне заниматься КПРой. Собственно говоря, почему я говорю, что вот эта группа КПР переросла уже в гораздо нечто большее, чем просто мои ученики. Это и мои друзья, и близкие, и коллеги, и уже и молодой человек, и ну, много чего. Вот, ну, пришел он ко мне заниматься просто на КПРу, занимался пару лет, потом постепенно начали другие отношения складываться. А вы в КПРе, когда там КПРили все вместе, вы в вашей вот тусовке обращались на ты, на вы вообще? На ты. Изначально? Ну, да. Соответственно, ему, в принципе, было легко. Не надо, потому что перейти с вы ну, на да, ты, это уже какой-то определенный переход. Ну, и к тому же он старше, как бы, не знаю. Да, он старше, но у тебя авторитет, ты преподаватель, ты как бы рулишь. Ну, может быть, на первой тренировке кто-то меня называл на «вы», но... это я им быстро дала по щам, и они все поняли. Ну да, не было такого уж долго. Ну, это... Он тебя там, не знаю, пригласил на свидание или сказал тебе, что... Я его пригласила. Да, а куда? Ну, просто погуляли по лесу в Зеленограде. А какое было время года, можно уточнить? То ли, так, наверное, весна. Ну, то есть было не очень холодно? Не очень холодно, ну, то есть в пальто я была, в шарфике. Морозит зады свои. Ну, да. Так, погуляли, и чего там? Погуляли. Ну, потом после этого начались как бы переписки, и все больше гуляния, и, ну, мы регулярно тусили как бы с нашей компанией КПРовской, вот, и к нему домой ходили, то есть... В его трехкомнатную квартирку? Нет, в доме он тогда жил как раз в Ржавках. Вот, ну и у него дофига там места было, поэтому можно было большой компанией собираться, и мы частенько засиживались у него, вот. Как бы потом ночевки начались. А зачем он переехал из Ржавок, из дома в квартиру? Ну, от родителей.
А, то есть там он жил с родителями? Да. Я поняла. Вот. А твои родители где живут? В Москве. Так а как ты переехала-то? Я что-то не могу понять. Поступила в мед. А в Москве негде поступать? Было, Именно но... в нашем драгоценном Зеленограде, уникальном, незаменимом, просто до которого, извините, пиздюхать. Так интересно вообще, прям перспективный Ну, я и вариант. говорю, но на самом деле у меня была такая... Может быть, скорее всего, ты поймешь объективная причина, как можно быстрее свалить от родителей, и мне было прикольно Я попробовать. пойму, но только я что-то не реализовываю никак этот вариант. Но мне 17 лет было, когда я поступала, то есть, по сути, никаких таких объективных причин переезжать и юридических не было, вот, и тут подвернулась возможность, что в Зеленограде дают общагу. Я как раз, это у меня был мой вопрос сейчас, то есть ты жила в общежитии. Угу. И мне было по приколу вообще попробовать, я насмотрелась, может быть, универа в свое время. Да, мне тоже, общагу. мне 32 года, я понимаю, что я уже никогда этого не узнаю, но Ну, мне кажется, что общаги это рейвы какие-то бесконечные, да, мне тоже тусы. казалось. Нет? Ну как, если ты находишься в правильном окружении, то да, вот, но так вообще это весело, действительно весело, но как бы даже на первом курсе я начала встречаться с парнем, с другим, вот. У меня теперь тусовка только в НЦПЗ. Там тоже очень крутые тусовки, даже, может, покруче общежития, потому что с нас там вообще ничего не спрашивают, только заправь кроватку. Реально? То есть там, А я там думала, как жестко санаторий. как-то. Нет, в НЦПЗ там как санаторий. Вот. И Я там еще только всегда все мечтала тусят. в психушке попробовать полежать с интересными людьми, пообщаться. Да, вот этот опыт у меня есть. Да, в этом плане я очень опытный человек. Так, понятно. Ну, сколько вы уже вместе? С 2016-го. У вас есть вообще какие-то эти мысли, диалоги, общения на тему свадьбы? Нужна ли она вам? Хотите ли вы ее? Ну, как были, конечно, но, честно говоря, я изначально, в принципе, в браке не видела никакого смысла. Ну, то есть, в чем смысл? Отдать кучу денег, чтобы провести свадьбу, да, там, за платье это, извините меня, заплатить сколько. Не, естественно, если у меня будет если у меня будет свадьба, у меня будет платье, и как бы все по красоте должно быть. А если не будет свадьбы, то не будет платья. Ну почему? Можно просто так. Я где-то видела недавно, как эта девушка купила свадебное платье, ну, как в качестве домашнего, ходит по дому просто. Уровень отчаяния 80-й левел просто. Да. Вот. Ну, конечно, говорили, как бы, но пока что, как бы, такой прям жуткой надобности, необходимости, ну, типа, что изменится? Кольцо на пальце появится, штамп в паспорте, куча денег просранных, а по сути все останется ровно так же, ну, то есть... А как у вас там насчет любовь, угасающие чувства, там, ничего у вас не угасает? Или как там, по синусоиде? Ну, я бы сказала... По синусоиде. Я бы сказала, это какая-то просто трансформация идет из такой конфетно-букетного страстного периода в более какой-то такой спокойный, сестру и брата. уважительный. Ну, может быть. Вот, но так сказать, что типа чувства куда-то пропали, исчезли, не могу. Ну, то есть, как бы, ты его любишь, он тебя любит, все как бы круто. Ну, вроде да. Так, значит, что еще надо спросить? Дети, во. Нет детей. Нет, они вам нужны, вы хотите их? Он хочет. А ты? Ну, я на себя как-то так смотрю и думаю, что... И я понимаю, что я пролетаю. Ну, он из многодетной семьи, у него, помимо него, еще 3 детей. Я уже подумала про Лапенко. Ты знаешь, что у него 16 детей? Да, 16 детей. Своих собственных или Нет, усыновленных? у него 15 братьев и сестер. Не, у него 3 только. Вот. Ну, то есть для него это всегда было какой-то такой ценностью с детства. Вот. А я одна в семье. Вот, по сути, все делалось ради меня, только одной, и нет какого-то такого. Конечно, мне всегда хотелось брата или сестру, вот то, что скучно одной, вот, но в детстве у меня был такой, взгляд, как мне рассказывают родители, насколько я помню, что мне муж не нужен только для того, чтобы появился ребенок, и типа мужу до свидания. Вот так я в детстве говорила. Потом как-то я стала придерживаться позиции даже child-free,
потому что жить надо для себя, я там до 30 максимум, и, ну, короче, типа вот эти вот период... Секс, дракс, рок-н-ролл. Да, туз вот этих всяких... Вот, ну и как бы, а сейчас просто я считаю рожать детей даже в некотором роде преступлением. Вот, то есть это как бы, во-первых, ты никого не, ну вот, то есть по сути ты насильно даешь человеку жизнь. Да, я вот тоже маме говорю, я не просила меня рожать. Да. Вот, во-первых, если ты это делаешь, ты уж, извини меня, обеспечь для этого все условия, да, а как бы родить ради того, чтобы родить, ну, типа, это какая-то якобы потребность, инстинкт какой-то, ну, это, по-моему, полная херня или обязательство перед обществом, да, что там ты обязан выучиться в институте, в школе, родить ребенка, устроиться на работу, ну, мне это не близко. И, типа, рожать ребенка просто ради того, чтобы он был, или просто потому что там соответствует какому-то самоокружению. Нет, ты так просто говоришь на самом деле, как мне кажется. Но я тоже так говорю. Потому что ты не любишь детей. Не люблю детей. Да. У меня мама просто постоянно говорит, я очень хотела детей. Я и сестра. Я очень хотела детей. Я с детства хотела детей. Ну, в детстве я хотела детей, получается. Ребенка хотела. Ну, повзрослела, перехотела. Да. Но она повзрослела и не перехотела. Тут как бы вот эти вот все рационализации, какие-то логика, ум, здравый смысл, это все идет когда, ну, от того, что человек просто не любит детей. Когда ты любишь, ты не будешь думать, там, есть у тебя условия, не есть. Я просто очень хочу этого ребеночка, там, не знаю, что-то с ним делать. Ну, короче, просто есть, как бы помимо хотелок, еще чувство ответственности. Просто люди, которые рожают детей, порой, мне кажется, не осознают, насколько вот во что они ввязываются. Нет, если брать такую категорию, как какие-то там деревенские маргиналы, которые рожают их, потому что они не знают о презервативах там и всяких таких штуках, и плюс еще есть же тема материнские капиталы, всякие там пособия, всякое, короче, вообще жить можно, круто. Вот. Ну, короче, поначалу, да, и у меня как бы не было такого опыта, что, ну, чтобы понять, вообще люблю я детей или нет. Да, потом у меня там как-то в окружении начали появляться разные дети, и я поняла, что не заходит. Еще больше я поняла, что я их не люблю. Нет, это вот до того, как, вот, короче, в детстве мне хотелось детей, потом начали появляться какие-то дети в окружении, я поняла, что у меня с ними как-то не контачится, не клеится, они меня бесят. Вот, потом я пробовала вести детскую группу по КПР, и я поняла, что даже это я не способна. Мне сколько раз предлагали всяких 3-летних, 4-летних, 5-летних детей на английский. И я такая, нет, типа, ну, нет. Даже были ситуации, когда мне нужны были деньги, и как бы, казалось бы, уже на всю согласен, нет. Ну, да, вот. Да, кстати, а твой молодой человек, он тебе деньги дает, выдает, карточкой снабдил своей безлимитной? Если мне нужны деньги или на что-то не хватает, он мне дает, спокойно я могу попросить. Но я стараюсь этого не делать. А если не попросишь, то он не даст? Ну, я стараюсь этого не делать. Почему? Ну, потому что мне хочется самой зарабатывать. Вот я сколько живу, я сейчас вот четко поняла, что у меня как кто-то, Роза Сибитова, по-моему, сказала, что кольцо, подаренное молодым человеком, и кольцо, купленное на свои деньги, это 2 разных кольца, по ощущениям. Ну, да. Поэтому я дико хочу и просто мечтаю о мужике, который будет мне все оплачивать. Ну, все оплачивать и подарок — это разные вещи. Типа ты сказала, я хочу это кольцо. Для меня деньги — язык любви. Если мне денег не дают, я не чувствую, что меня любят. Потому что есть девушки, которые жалуются, вот он мне дает деньги, вот там его золотая карточка, нафига мне его золотая карточка, если я его не вижу, мне надо, чтобы он со мной время проводил. Да. Ничего страшного, я переживу карточку, давай. Не знаю, у каждого свой. Если он будет сидеть и мне мозолить глаза 24 часа в сутки, и при этом там у нас будет 3 рубля, мне такая любовь не нужна. Даже если он меня будет там пятки целовать, ноги облизывать, там, не знаю, все остальное облизывать, и т.д. и т.п., там, и говорить комплименты каждую секунду, которые... Ну, у тебя была любовь когда-нибудь в жизни? Была. Ну, и как? Это было? Что-то как-то, не срослось, раз я одна.
Не, ну я имею в виду, тебе не зашла сама концепция любви или как? Или там были деньги? Ой, это я маме недавно тут рассказывала. У меня был один товарищ, значит, мы с ним поехали отдыхать. Я взяла деньги, он взял деньги. Пока мы отдыхали, там месяц или сколько, он тратил свои деньги, на меня в том числе, но и были вещи, которые я покупала на свои деньги. И под конец отдыха у меня денег практически не осталось. И он сидит и говорит, это было давно, цены были другие, он такой, $400 в месяц нормально, так вместе можно погулять. И мне было, сука, так обидно, думаю, ты долбоеб или как? У меня были те же $400, там примерно такая же сумма, вот, и как бы... Ну, а что не так? Что не так? Я тратила свои деньги. Ну, это же нормально. Зарабатывать деньги и тратить. Он даже этого не понял, что я их тратила. То есть он считал, что это он все оплатил? Конечно, мы там ходили по всяким рестикам, там еду покупали, еще куда-то ездили, вот. И в конце мне был итог, что если б я свои деньги не тратила, посмотрела бы я на его довольный фейс. В этом плане, да. Короче, это такая история, знаешь, не очень такая шокирующая или там как-то удивляющая, то есть не шок-контент, но тем не менее для меня это было как-то... И потом мы с мамой это обсуждали. Фишка в том, что мои родители жили так, что папа зарабатывал какие-то деньги, их не хватало, маме всегда помогали бабушка и дедушка. Вот. И из-за этого папа считал, что все ок. И не стремился зарабатывать больше, хотя денег не хватало. Даже при учете, помощи маминых родителей. Вот. Мы все из детства. Я что видела, то и понимаю. Что мне нахуй просто не нужен мужик, нахуй не уперся, который меня не сможет обеспечить. В смысле, а твои же родители не вместе жили? Ну да. Значит, у тебя не было примера такого, что, у него же все равно не было денег, они все равно жили вместе. То есть пример наоборот был, когда даже без денег они живут вместе. Чё? Смотри, ты говоришь, пример... Сейчас был просто компьютер завис. Пример, все из детства идет, да? Так. Вот, ты видела перед собой картинку? Нет, я видела маму, которая каждый день кричала и пилила его, где деньги, почему денег нет, денег не хватает, никакого счастья, никакой любви, ничего такого не было. Была одна хуйня, просто ебучая хуйня, вот. Поэтому оттуда без денег ко мне при всем, какой бы ты красивый, какой бы ты умный, какой бы ты там веселый, любое, положительное качество, деньги есть, нет, до свидания. Называйте меня меркантильной, называйте меня... это просто сильно сужает круг, так скажем, возможных. А еще плюс к этому деньги, которые как раз-таки давали бабушка и дедушка, шли на мое образование, в частности на английский. Вот, и при этом я очень образована, не очень, я очень образована для того, чтобы постоянно встречать долбоебов, которые мне дают понять, что они тупее меня, и мне с ними очень скучно, неинтересно. Это другой вопрос, да. И то есть мне надо не просто деньги, еще чтобы с мозгами было. Хотя, в принципе, говорю, это очень сильно сужает круг. Очень деньги, сильно, мозги, запах, сильно. Там еще что. Запах это просто пиздец, да, еще это курение, алкоголь, там всякое остается. Это на самом деле остается одиночество. Вот все, что остается. Возможно. Честное слово. Я не знаю, я уже просто это. А что, одиночество лучше, чем просто адекватный, хороший человек без денег? Почему нет? Альфонс? Почему Альфонс? Просто адекватный, нормальный человек. Он жить будет на что? Он будет открывать холодильник и есть еду, которую я положила естественно, туда? Будет не миллионы, да, просто какой-то, средний заработок. Я буду смотреть на своих подружек, которые летают на Сейшелы, и думать, много таких зато у меня хороший Инстаграм открой, там у всех таких. У всех одна любовь, у всех рестораны, у всех отдыхи, поездки. Я к тому, что одиночество лучше, чем средний статистический, так скажем. По мне, я его просто, мне его даже, ты так сказала, мне уже его жалко. Я его просто сотру в порошок. Для тебя лучше одиночество, чем, хороший, любящий тебя человек, просто не с такими заработками. Однозначно, потому что у меня есть определенные пожелания, и эти пожелания требуют определенных финансов. Но ведь в одиночестве они тоже не будут удовлетворяться, эти желания, и выполняться. Да, но я так устроена, что я буду
этого мужчину, ну, пилить, и это будет просто издевательство над ним, после которого ни ему, ни мне хорошо не будет. А я знаю, что я по-другому не могу. Ну, опять-таки, можно все из по-другому. детства. Но меня как мама научила, ходишь и, Ну, и это же не повторяешь. значит, что ты теперь такая навсегда. Ты вправе, ты в твоих силах это Не-не-не, поменять. обычный какой-то среднестатистический мужчина, какой бы он хороший не был, мне такой не нужен, мне неинтересно. Он будет знать там, блин, не знаю, ничего не будет знать. Мне нужно, чтобы он говорил, короче, открывал рот, говорил. И я Нет, образованный, умный, хороший, там, ну просто Если ты такой- зарабатывает не Если очень. ты такой умный, то где твои деньги? Ну, как, не у всех везет с деньгами, не все умеют себя презентовать, продать, да, там, как бы в нашем жизни. Я буду чувствовать, нашем что мире. мой мужчина лузер, что я вышла замуж за лузера, что он такой вот весь тра-та-та, однако ничего тра-та-та. И плюс, ну, для меня, я не хочу сама зарабатывать. Мне сейчас многие там говорят, там, вот ты там, типа, давай сама, ты же можешь, тра-та-та, зачем там, тра-та-та, а у меня даже особо рвения нет. У меня же были ситуации, когда я зарабатывала неплохо, и когда я встречала, как ты говоришь, вот этих среднестатистических, учитывая, что я никогда не была олигархом, просто я зарабатывала. И я понимала, что он, сука, даже меньше меня зарабатывает, и это мне уже было неинтересно. Вот, поэтому сейчас у меня доход 0 рублей, 0 копеек. Вот, и, в принципе, мне любой покажется олигархом, но ум никто не убирал. Вот. Ну, смотри, а ты, вот сейчас, ты говоришь, я не хочу сама зарабатывать, но при этом мне нужно, чтобы мои эти удовлетворились. Ну, а как они будут удовлетворяться, если ты У меня будет останешься в этого золотая одиночестве? карточка. В одиночестве ты останешься и не будешь работать. Вот что делать тогда, какой план? Ты говоришь, вероятнее всего одиночество. Так. Ну, невероятнее всего, это, можно так сказать, по факту, вот, right now, в текущей ситуации. Вот, не знаю, может быть, найду своего олигарха, может быть, не найду. А что, если нет? Ой, ну а кто же знает, что будет, а что если нет, а что если да, что если нет. Пока план есть, короче, заразиться короной, никому об этом не рассказывать и умереть. Мне кажется, очень неплохой вариант. Можно заразиться чем угодно, кроме нее. И, ну, Ну, надо в Африку ехать, без ни одной прививки. а зачем чем-то заражаться можно, как бы? Суициднуться? Ну, типа, мне религия не позволяет. А заразиться никому не говорить, это прям разные вещи. Ну, это типа мне Бог послал проказу на мое счастье. У нас интервью переходит из разряда «я тебя спрашиваю, ты меня спрашиваешь». Хотя я, опять-таки, кстати, не называю это интервью. Я не считаю, что это интервью, это типа беседа и тра-та-та. Вот, еще вопрос про еду. Как у вас с едой? Вы заказываете готовую? Чаще, да. А какие у вас любимые поставщики еды? Ну, во Вкусвилле мы покупаем готовую тануки, заказываем, там, пицца, суши, вок, просто пицца, ну, то есть А вот вы вот это вот пицца. заказываете, а кто это оплачивает? Ну, чаще он, бывает я, если там что-то захочу сама. Ну вот сделать. смотри, звонок в дверь, да, надо открыть этому человеку, ну и, соответственно, заплатить. Не, ну мы оплачиваем заранее карты онлайн. Ну хорошо, вы Ну, кто заказывает, тот и оплачивает. Вот, я говорю, чаще он. Понятно. Ясно, понятно, ладно. Так, значит, что еще? Да, очень было интересно узнать в самом начале. Но я это забыла спросить. Ну, спрашиваю сейчас. А чем ты Это же занимаешься? 2 часа? Да, вообще, Боже. время летит. Кто это будет смотреть? Вот узнаем. А еще самое главное, будут ли они это комментировать и что они будут комментировать. Ну, там у меня просто есть 2 лагеря. Один лагерь говорит, что им нравится, когда у меня кто-то в гостях, а кто-то говорит, что им нравится, когда я одна. А часто вообще комментируют? Ой, ну, как бы там, ну... Ну, каждое видео или нет? Может, ни одного будет не комментария, вот. Ну, то есть не все видео комментируют. Ну, я не знаю, там, типа, мне еще многое неведомо в этом мире. Так, короче, чем ты занималась сегодня до того, как сюда пришла, и какое было настроение? А сегодня что у нас? Пятница. Ну, я проснулась. Во сколько? Ближе к 14, наверное. Около 2 вот. Ну, потому что, как обычно, легла около 7 утра, 8. А вы спите, кстати, с молодым человеком в одной кровати? Да.
То есть ты сидишь с телефоном, светишь там, он... Не, ну как я могу, ну как бы я полночи провожу в других комнатах, а потом прихожу, да, там, ну, пытаюсь заснуть, иногда у меня все уже бесит, я не могу, ворочаюсь и так далее, не могу уснуть, беру телефон, да, там, что-то могу посмотреть. А он не ругается? Ему не светят в глаза? Понятно. Ну, как бы он ругается только, когда я начинаю откровенно его будить, там, трогать как-то, ну, одеяло там перетаскивать, А у вас одно на двоих одеяло? Да. Кошмар. Купите второе. Будет лучше. Кошмар. Эти люди, которые спят под одним одеялом, это просто для меня какая-то вообще... Почему? Мое дело, это мое дело, я не собираюсь его ни с кем делить. Какого фига там кто-то если будет... хватает. Не хватает мне, я в него закручиваюсь. Ну, мне хватает, да, он жалуется, что я ночью, бывает, закручиваюсь. И на Новый год купите себе одеяло, сделайте себе подарок. Выделите из зарплаты айтишника и из зарплаты руководителя центра. Не, у нас, по-моему, есть второе одеяло. Ну вот, начните им пользоваться. Ну окей, попробуем. Но все равно это будет, ну, я буду залезать под его одеяло и... Не знаю, зачем, тебе же свое. Тебе будет круто под свои. Ну, во-первых, там тепло, во-вторых, как же, обнимашки, все такое. Не знаю. Телесный контакт там. Ну, не знаю. Телесный контакт — это телесный контакт, а личное одеяло — это личное одеяло. Все, точка. Ну, не знаю, мне кажется, когда-то, мне кажется, мы даже так пробовали, но все равно в итоге я оказываюсь под его одеялом. Понятно. Так вот, возвращаясь к вопросу. Так, ну да, я проснулась около 2. В 15:30 у меня должен был быть урок, я начала на него собираться, ну там, кушать, умываться, краситься, одеваться и так далее. В тот момент, когда я уже собиралась там минут через 30-20 выезжать, мне пишет ученик, что он опаздывает, что он приедет там только так, что мы только полчаса сможем позаниматься. Из скольки? Из полутора. Вот, ну типа автобусы из-за заснеженности сегодня, ну сегодня понятно. Снега вот эти. Задержался и, короче, вот, ну, в итоге перенесли урок, и следующий у меня в 5 должен был быть. Ну, поэтому я начала более размеренно и спокойно собираться, смотря параллельно сериал. И, что за сериал? Покушать успела. Сейчас внезапно начала смотреть «Сплетницу». Вот. А это, что кушала? Покушала запеканку от бабушки. Мы недавно виделись с бабушкой. Творожная. Она приготовила, да, запеканку, с собой завернула. Вот очень вкусно. И плов из вкусвиллы. Ну, готовый. Чай. А какой ты любишь чай? Ну, чаще всего выбираю черный Эрл Грей с бергамотом. Это из пакетиков? Ну, бывает из пакетиков, бывает так завариваю. Ну, просто так впадлу иногда заваривать чай. Понятно. Ну, так, приехала к этому, к ученику. Да, опоздала, кстати, из-за того, что такси... У вас, знаете, игра кто быстрее, кто дольше опоздает. Да, ну, это другой уже ученик. Опоздала, потому что офигела от того, что такси ждать 24 минуты внезапно. Это из-за снега, опять же, да. И стоит оно вместо 100 рублей 445. Ну, короче, я начала... Преодолевая снег. Паниковать, искать других такси. В итоге Ваня посмотрел, ну, молодой человек. А он дома работает? Сейчас, да. Ну, удаленка у всех, все такое. Посмотрел у себя со своего приложения Яндекса. Пускай Ваня посмотрит и комментарий напишет. Он, да, кстати, просил ссылку. Я говорю, вот, Ваня, пожалуйста, напишите комментарий. Я к вам на «вы», Ваня, с уважением. Если ничего там не буду такого говорить, то скину. А что ты будешь говорить такое? Ну, мало ли, про него-то что-то будет такое. Уже все сказала. Ну, вроде ничего такого не было. Короче, он посмотрел со своего приложения такси Яндекса, и почему-то у него это стоило 150 рублей вместо моих 400... Нет, 250 вместо моих 445. Но делать было нечего, заказали как бы вот. Но ехали мы очень медленно, поэтому все равно я опоздала минут на 20 на урок. Вот, обещала отработать в следующий раз. Что, отвела урок. Ты мне написала голосовое во время урока, я не могла его послушать до тех пор, пока не отпустила ученицу, потом послушала. Начали мы с тобой переписываться. Для меня это, кстати, какая-то мистика, не мистика, как сказать,
В общем, нечто за гранью моего понимания, почему нельзя выйти и послушать. Ну, а зачем, если 10 минут до конца урока осталось? И после послушать? Это ж не срочное, ну, что-то, блин, наверное. Ну, не знаю, я всегда могла выйти и послушать. Ну, не знаю, если это прям что-то горящее, я знаю, что... У меня горящее любопытство. Ну, я просто знала, что у нас час, как бы, после урока времени, даже если что-то там поменяется, у меня будет время на то, чтобы решить какие-то вопросы, и я, как бы, ну, никаких проблем, да. Вот, и потом мы начали с тобой переписываться, что вот это переносится, не переносится. Потом в этот момент, прям, ну, пока мы с тобой вот это все обсуждаем, мне пишет Евгений, что, типа, давай посидим, я в 8 освобождаюсь. Ну и вот. А у вас с Евгением часто вот эти вот посиделочки? Не, редко. Ну, редко это как? Ну, за все время нашего сотрудничества, наверное, ну, раз 4-5, может, а время сотрудничества? 2 года. А это как вам? В чем ваше сотрудничество заключается? Просто что у вас рядом кабинеты? Или вы... Ну, сначала я, короче, по-моему, он начал у меня преподавать некоторые предметы, а я у него. Потом... А я забыла, какие ты преподаешь? Математика, физика, такие же, как он. А в чем прикол тогда? Ну, я тогда не вела физику, а у него что-то не хватало препода по математике. Он на тот момент как-то сам не сильно преподавал, больше бизнесом занимался, насколько я помню. Вот, ну, я как бы взяла у него пару групп, он у меня группу взял, вот, еще ученицу. Потом, значит, летом предложил арендовывать пополам офис, который вот сейчас у меня в 3-м районе. Отказался от своего, и получается, мы как бы остались так 50 на 50 с арендой. А вам не мешает эта слышимость? Тут одно говорят, там другое говорят. Не, ну как, а в любом случае же, что его люди, что мои люди разговаривают одновременно в 2 кабинетах. Ну, и еще там... там кабинеты? Да, там кабинеты. Все, я просто думала, там такой типа open space. Не, там... Ну, слышимость за стенкой есть, конечно, но как бы вроде нормально справляемся. Там еще за другой стенкой маникюр делает, постоянно кто-то что-то обсуждает, мой ученик ржал. Это тоже ваши? Не наши, просто, ну, вот соседи. Вот, и что-то мой ученик ржал недавно, кто-то там к гадалке ходил, рассказывал, через стенку было слышно фильмы. Бабские там постоянно, истории. да, кто-то включает матерятся, ну, короче, весело школьникам. Ясно, понятно. Ну, короче, вот, да, аренду вот эту, плюс обмен учениками, то, что, типа, у меня группы такие есть, у него группы такие есть, вот, говорили там о какой-то коллаборации, вот, там. Ага, это моя идея была коллаборация. Да ладно, какая? Да шучу, я шучу. Все делают коллаборации. Просто я постоянно говорю, что мне нужны люди для коллаборации. Но я не знаю, где брать людей для интервью. Как бы уже на улице в Крюково подходить. Извините, а вот у меня и тут канал. В интернете, блин. Мне кажется, ну, как бы вот те люди, которым я предлагаю, они все спрашивают, сколько у тебя подписчиков? Я говорю, 1070. Вот, они такие, типа, ну ладно, мы подумаем. Не знаю, мне вообще... Они хотят слышать, что у меня 1 миллион. Но извините, когда у меня будет 1 миллион, вы сами ко мне все прибежите, а я вам покажу вот такой вот факт и скажу, а вот помните, я к вам приходила, а вы меня это отослали. Как бы, ну, если я начинающий блогер, откуда у меня возьмется там, я не знаю, что-то, кто-то, где-то, когда-то. Вот, ну, ладно. Так, и куда вы пошли с Евгением? Как эта штука называется? Джамбо, по-моему, это называется. Джанго. Джамбо. Я где-то знаю, в 3-м районе. А Джамбо не знаю. Ну, это такая закусочная, не знаю, там, короче, бургеры. Так, и надо, это пиво. 3-е новое слово. Джамбо. Зачем Джамбо делать в Зеленограде, если Джанго? Вы что, не делали никакое вообще? Джанго уже, считай, нет. Как нет, а кто там? Ну, он, по-моему, не работает уже. Да есть он, давно. Не знаю, слово есть. Люди ходят туда. Так, хорошо. У нас осталось совсем немного вопросов, всего лишь 3. Вот. Не то, чтобы я как бы стремилась вот все, что я написала, спросить, но как-то, в общем, оно шло и шло. Ну, давай быстренько. 10 фактов о себе. Хотя мы уже много всего услышали, ну так вот, которые тебе хочется как-то выдвинуть. Первое, что приходит в голову, или что хочется выдвинуть?
говори, вот что хочешь, то и говори. 10 фактов о себе. Вот у тебя свободный... Не повторяюсь того, что уже вообще я тебя не Ну хорошо, я капуэристка, я руководитель центра, я преподаватель математики, физики, я... Все. Это были 3 факта обо мне. Мне 23. Я езжу делать маникюр в Москву. О май гад. Да. Господи. Зеленоградские маникюрщицы. Фу! Нет, дело в том, что я делаю еще со школы у этой девушки. Мастера? Да. Руку не меняет. Мастер не меняет, да. Руку не меняет. Я люблю фейхуа. Я прохожу постоянно какие-то всякие тренинги психотерапевтов и так далее. Мне интересна нейробиология, нейронауки. Этого еще не было. Да? Кто? Нейронауки. Нейронауки. Да. Нейробиология. У меня недавно умерла кошка, с которой мы с 7 лет. Вот, она прожила почти 17 лет. Большую часть моей жизни. И моего отчима зовут Рома. Отлично. Роман, привет. Надеюсь, вы смотрите это видео. Так, слушай, у меня возник вопрос. А нейробиология это вообще про что? Я вот даже не сказала, я ничего даже представить могу. Еще вот это биохакинг, это не из этой области? Нет, как бы оно может быть смежным, но нет, и мне интересно другое. Мне как бы интересен мозг во всех его проявлениях, вот, и как бы нейробиология это одно из составляющих нейронаук, вот, а нейронауки включают в себя очень много всего, и нейробиологию, и нейрофизиологию, и медицину, и психологию. Подожди, биология для меня это животные, там травки, муравки. Ну, мы животные, у нас есть мозг, и нейро это мозг с точки зрения живых существ, ну, мозг живых существ, вот, изучение его. Хорошо, у крапивы есть мозг? Нет. Точно? Ну, биология для меня, биология, цветочки, там всякие листочки. Ну, биология в том числе изучает людей. Ну, так назовите нейроанатомия там хотя бы какая-нибудь. Ну, вот так называется. У меня как лингвист претензия. И еще второй вопрос. Ты сейчас принимаешь какие-то психотропные препараты? Нет. Вообще никакие, да? Мне сказали, что уже пора, что меня опять накрывает депрессия. Просто депрессия. вот ты говоришь, что ты не спишь, а сон это очень важно. Я тебе как человек бывалый могу сказать. И у меня мама тоже все контролирует, сплю, и Оля, ты сегодня не спала, да? У меня мама недавно тоже, когда узнала, что у меня опять сбился режим, говорит, все, я тебя забираю к себе, я буду тебя контролировать, ты будешь спать у меня до тех пор, пока ты не начнешь нормально спать, я тебя не выпущу, так Ване скажи. Такая огромная иллюзия, что смена места жительства ведет Нет, она там какую-то якобы систему придумала. Но когда я последний раз у нее ночевала, вот на прошлой неделе, система ее заключалась в том, что она приходила, орала на меня. Ты что, не спишь? Отличная система. Как зовут твою маму? Наташа. А по отчеству? Сергеевна. Наталья Сергеевна, очень-очень высококлассный эксперт в области психиатрии и налаживания сна. Ставлю лайк, подписываюсь на канал. Так, хорошо, 10 фактов обо мне. Преподаватель английского бывший, ненавидишь английский. YouTube-каналом обладаешь, если можно так выразиться. Ты в красной кофте. Факт. У тебя проблемы в отношениях с мамой. И не только, у меня много разных проблем. Остальные пальцы все можно на мои проблемы потратить. Проблемы с этим, проблемы с тем. Ты живешь с мамой. Мы встречались на тренинге по продажам, это как бы уже было, ну ладно, это же факт. Мы хотели хорошо продавать. Ты всякие соки любишь, я помню, из видео последнего. Ну, вот про живот. И на запахе у тебя мания. Вот.
Ты материшься. Да, я начала, между прочим. Не всегда так было. И то... Я, наоборот, прекращаю. А я просто никогда этого не делала. Для меня это что-то в новинку. Мне как-то так, я прямо заинтересовалась. Что-то новенькое. Так вот, завершающий вопрос, дорогие друзья. Впечатление от беседы. Все, листочек можем убирать. Ну, в общем-то... Оправдались ли твои какие-то, может быть, ожидания? Ты же пришла там что-то, как ты сказала, что-то новое попробовать. Ожидание как бы было 1,5 часа максимум, уже 2,5. Ну, я не виновата, ты так подробно отвечала на вопросы. Как отвечалась. Так, в общем-то, я поначалу как-то думала о том, что это какое-то видео, да, его кто-то будет смотреть, потом это просто превратилось в беседу, я уже забыла, что там что-то стоит и... Светит мне в лицо. Да, по сути, со страшной силой. По сути, просто пообщались, в общем-то, поговорили. Я в какой-то момент подумала, что нам не хватает там, типа, тортика или что-то такое. Да-да-да, в какой-то момент захотелось чайку попить. Ну, я-то за это, как сказать... Как это слово-то? Запаслась. Не запаслась, а это допинговалась чаем. В общем, дорогие друзья, я вам уже изложила программу, что вы должны сделать, там лайки, дизлайки, все помним, да? Все, программа отработана более чем. Если вы дожили до этого, момента, вы прям мой самый преданный зритель. Напишите, если вы таковой. Или мой друг. Да. Все, спасибо и до свидания.